that in this product there's an enormous power given to your body. Что в этом продукте есть невероятная сила, которая дается вашему организму. So I'm going to focus on the effect, specifically on the kind of problems for which medicine cannot do anything. Я буду фокусироваться на тех проблемах, для которых медицина не может ничего сделать. Not because I'm telling you Revita Blue is good for these problems. This is not the point. Не потому, что я говорю вам, что Revita Blue хорош для вот этих проблем. The point is that medicine cannot do anything for spinal cord lesion. Например, медицина не может ничего сделать для spinal cord, like quadriplegics. Пролапс спинного. Quadriplegics. Пролапс грыжа. Параплегия. Паралич. Yeah. So, if you break your neck, если вы сломали вашу шею, Паралич. you'll be paralyzed for life. вы будете парализованы на всю жизнь. Nothing can be done. Ничего нельзя сделать для этого. If you have a stroke, Если у вас инсульт, 1 year after the stroke, через год после инсульта, whatever you're left with as problems, то те проблемы, с которыми вы останетесь тогда, you live with it. вы с ними будете жить. If you have diabetes, Если у вас диабет, they will sell you insulin every day for the rest of your life. вам будут продавать инсулин каждый день до конца вашей жизни. Nothing can be done for it. Ничего нельзя с этим сделать. Kidney failure, Когда отказывают почки, nothing can be done for it. ничего нельзя с этим сделать. So let's go and look at what stem cells can do in these conditions. Давайте посмотрим, что могут сделать стволовые клетки в этом случае. Not to say that Revita Blue will cure these problems, Не говорить о том, что Revita Blue исцелит вас от этих проблем, but to show you the power of your stem cells that you have in your bone marrow. но чтобы показать вам силу ваших стволовых клеток, которые есть в вашем костном мозге. And at the end, I hope, after you've seen all this data, И в конце концов, я надеюсь, что когда вы увидите все эти данные, you then talk to people with so much conviction because you've seen it. вы будете говорить с людьми с большей убежденностью, потому что вы видели эти данные. So that's what I want to give you. Это что я хочу дать вам. Okay? I will show you quadriplegics who start to be able to have mobility. Я вам покажу парализованных людей, у которых начинались движения. I'll show you severe Parkinson who have normal life. Я покажу вам людей с серьезной болезнью Паркинсона, которые на серьезной стадии, которые начинают иметь обычную жизнь. So all of this Revita Blue is based on stem cells. И продукт Revita Blue построен на стволовых клетках. It's based on this understanding Построен на понимании the whole scientific world во всем научном мире, that adult stem cells have enormous regenerative potential. что взрослых стволовых клеток есть огромный потенциал для размножения. Do you all know the difference between embryonic stem cells and adult stem cells? Знаете ли вы разницу между эмбриональными стволовыми клетками и взрослыми стволовыми клетками? Стволовыми клетками. Is it relevant to talk about it or not? Нужно об этом говорить? Yes. Да. They don't understand, so they said yes, we saw Okay. that. Historically, Исторически, for the past 100 years, за последние 100 лет, we know through the science of embryology мы знаем через науку эмбриологию, that the first cell of a zygote первая клетка зиготы, will develop into a full being. она станет человеком. So there's such a thing as a stem cell. Есть такая вещь, как стволовая клетка. When in a living person after birth, Но в живом человеке после рождения the only stem cells we had historically единственные клетки, которые у нас были исторически, was cells making blood cells. это клетки, которые создавали клетки крови. Bone marrow stem cells, their role historically was that they are able to become blood cells. Исторически так сложилось, мы понимали, что стволовые клетки костного мозга создают клетки крови. But if we go back in the embryo, which is the 8 days old embryo, very young embryo, Но если мы вернемся в эмбрион, которому 8 дней, очень молодой эмбрион, we can remove these cells
Мы можем взять эти клетки, and they are powerful stem cells. и они очень сильные стволовые клетки. Historically, scientists have been able to culture in the lab Исторически ученые научились размножать, культивировать клетки в лаборатории. stem cells from mice, embryonic stem cells from mice. Эмбрионные стволовые клетки мышей. From, you remember the sheep Dolly in England? Помните в Англии овцу Долли? Да. Monkeys. Потом обезьяны. But all the method used to cultivate, to culture these animal stem cells did not work with humans. Но все эти способами, которым занимались культивацией клеток и животных, они не сработали с человеком. So the idea was one day, if we are able to cultivate human embryonic stem cells, wow, we could heal everything. И идея была такой, что если однажды мы научимся культивировать стволовые клетки человека, то мы сможем все исцелять. In 1999, an American scientist found a way to cultivate human embryonic stem cells. И в 1999 году один из ученых нашел способ культивировать человеческие стволовые клетки. So you go into fertility clinics. Вы сейчас можете пойти в клиники, где занимаются репродукцией. And the fertilized egg that are no longer used, И они добавляют фертильность. embryos. Эмбрионы, которые не используются. So they give them to the lab and they can isolate the stem cells in these embryos. Они приносят их в лабораторию, эти эмбрионы, и оттуда могут извлекать стволовые клетки. Microscopic, it's not a baby, it's microscopic, it's 8 days old. Это не детей туда приносят, а просто микроскопически. Это 8 лет эмбрион. 28 to 60 cells. 28-60 клеток обычно там. So far, okay? Пока что понятно? Да. Это получается, откуда берутся эти? Sorry? Но это не ребенка, это Like, there's a couple who can have babies, they go to the fertility clinic, they extract the eggs from the mother, the sperm from the father, and in the lab they in vitro fertilization. Это, он говорит, то есть о клиниках, когда, скажем, пары. Все, мы поняли. Вы поняли, да? То есть там, где создают яйцеклетка, сперматозоид создают вне. In vitro fertilization. Yeah. Okay. When scientists developed a way to grow human embryonic stem cells, Когда ученые нашли способ выращивать человеческие стволовые клетки, it made everybody dreams of ways to grow another heart, another pancreas, and find the solution for almost all diseases. это открыло способ найти практическое решение для разных болезней. Там новое сердце, новая печень и так дальше. The problem is that an embryonic stem cell is designed to form the whole body. Проблема в том, что эмбриональная стволовая клетка создана для того, чтобы сформировать все тело. So if you take an embryonic stem cell and you put it in the liver, for example, Если вы возьмете эмбриональную стволовую клетку и поместите ее в печень, it will become liver cell она станет клеткой печени and bone cells и клеткой кости and a tooth и зубом and a little bit of hair и немножко волосами and a bunch of everything. и немножко всего по чуть-чуть. It's called a teratoma. Называется этератома. It's a type of tumor. Это тип опухоли. Any studies that have been done with embryonic stem cells Все изучения, которые были сделаны с эмбриональными стволовыми клетками, has given great results, показали чудесные результаты, but a very, very high level of tumor formation. но очень-очень высокий уровень формирования опухолей. So scientists then started to look at stem cells from the bone marrow. Тогда ученые начали смотреть на стволовые клетки костного мозга. Maybe they can work, you know, we can cultivate them like we were cultivating the embryonic stem cells. Возможно, это сработает, и мы сможем их культивировать так же само, как эмбриональные стволовые клетки. And then slowly
what was discovered, and now I'm simplifying the story. И коротко говоря, то, что было открыто, What was discovered is that adult stem cells are less potent than embryonic stem cells. открыли то, что взрослые стволовые клетки менее, как бы, Less менее опасны, да, чем эмбриональные. But if you put them in the liver, it becomes liver cell, and that's it. Если вы помещаете их в печень, то они становятся клетками печени и все. You put it in the pancreas, it becomes pancreatic cell, and that's Если it. в поджелудочную, то клеткой поджелудочной и все. So from a therapeutic standpoint, it's so much better. Поэтому с терапевтической точки зрения это намного лучше. Now, okay, let me tell you a story. Расскажу историю, Just for you to understand the whole story behind this. чтобы вы понимали как бы всю историю, стоящую за этим. In 2009, I published a book В 2009 году я опубликовал книгу, called Cracking the Stem Cell Code, которая называется «Взлом кода стволовых клеток». describing everything that we will be talking about today. Там описано все, о чем мы будем говорить сегодня. Then I hired a PR firm Потом я нанял фирму, которая занималась рекламой, public relations, связями с общественностью, to go on TV and explain to people this whole story about stem cells. чтобы они вышли на телевидение и рассказали всю вот эту историю о стволовых клетках. It's at the time when Barack Obama had changed the regulations about stem cells. Это в то время, когда Барак Обама изменил законодательство вокруг стволовых клеток. There was a lot of confusion in the public about stem cells. Потому что среди людей очень было большое замешательство о стволовых клетках. The conservative party in America, no criticism, Консервативная партия, мы сейчас никого не критикуем, to use the votes of a certain segment of the population, чтобы, используя голоса определенного сегмента населения, put out this idea that when you use embryonic stem cells, you kill babies. они распространили идею, что когда используете эмбриональные стволовые клетки, вы убиваете детей. With pictures of dead babies, showing that that's embryonic stem cell research. Показывая мертвых детей и говоря, что причиной смерти стала вот эмбриональные стволовые клетки. And it's not true Это at неправда. all. Совсем неправда. It is embryos in a fertility clinic. Это эмбрионы из репродуктивных клиник. When a couple has had 1, 2, 3, 4 children and they don't want any more, Когда у детей уже 2, 3, 4 детей, больше они не хотят, they stop paying the fertility clinic to keep the embryos frozen. они перестают платить клинике за то, чтобы держали замороженными эмбрионы. So they throw them in the sink. Поэтому они выбрасывают их в раковину. So it is death by the sink or death by research. Это смерть раковины или смерть изучением. Nobody says anything about killing them in the sink. Никто же не говорил о смерти в раковине. But it made a great story to alarm the population and vilify the people doing the research. Но они создали из этого огромную историю, говоря о том, что вот эти вот там ученые, да, и поставили их в очень плохом свете. And that allowed Bush to win the elections. И это помогло Бушу победить на президентских выборах. So for me, there was a good reason to go and explain really what was behind these. Для меня была очень большая причина или мотивация, да, выйти и рассказать людям, что же действительно стоит за этим. So I was scheduled on CNN. Мое выступление было запланировано на канале CNN. Good Morning America, one of the biggest shows in America. На шоу «Доброе утро, Америка», одно из самых больших телевизионных шоу в Соединенных Штатах. Twice Radio Canada. 2 раза на радио Many Канада. places. В многих местах. I have not done one of them. Я ни одного из этих интервью так и не провел. They were all canceled between 1 week before and sometimes when I walked in the studio. Все они были отменены за неделю до моего выступления или в момент, когда я уже заходил в студию. My PR agent said they've never seen that. Мои агенты сказали, мы такого никогда не видели. So one day I get a phone call Однажды мне позвонили, and somebody says, I've heard about your book и кто-то мне сказал, я слышал о твоей книге and your problem in going. и о твоей проблеме, что ты так и не можешь дать интервью. He said, you understood everything about adult stem cells. Он сказал, ты понимаешь все о взрослых стволовых клетках.
But he said, you missed the most important. Но он сказал, ты пропустил самое важное. Because also, the reason why he has heard about it, И еще одна причина, о которой он об этом услышал, it's because I was being investigated потому что на меня завели дело by the International Society for Stem Cell Research. Международная ассоциация исследования стволовых клеток. Okay, I resigned. Да, я сдался. But it was stupid. Но было глупо. So he asked me on the phone, he says, do you know who is this International Society for Stem Cell Research? What is their objective? И меня по телефону спросили, знаешь ли ты, какая цель этой международной ассоциации? And he said, I told him, well, they're pushing embryonic stem cell research. И я ему сказал, да, я думаю, что они толкают вперед исследования эмбриональных клеток. Because I was a member and I would go to their annual conference. Да, я был членом даже этой ассоциации, я посещал их ежегодные конференции. And on 4 to 5 days, full day of lectures and conferences, И за 4-5 дней, целых дней, наполненных лекциями и конференциями, there was one morning on adult stem cells. The rest is all embryonic stem cells. только одно утро посвящалось взрослым стволовым клеткам, а все остальное время посвящалось эмбриональным. And I know that there's a lot of science on adult stem cells because I wrote a book about it. Но я знаю, что есть много научных исследований, посвященных взрослым стволовым клеткам, и я даже об этом книгу написал. So I thought there's only one morning on adult stem cells because really their focus is embryonic. Я подумал, да, только одно утро они посвящают взрослым, а их действительный фокус это эмбриональные клетки. And he said, no, not at all. That's not the case. Он сказал, нет, знаешь, это не так. He said their objective is to confuse the information about adult stem cells to cover it. Их цель это запутать информацию о взрослых стволовых клетках и прикрыть эту информацию. Because once we discover that adult stem cells can cure you, Потому что как только мы узнаем, что взрослые стволовые клетки могут вас исцелить, it is the biggest threat to the pharmaceutical world. это самая большая угроза фармацевтическому миру. The pharmaceutical world does not cure anything. Бизнесу. The pharmaceutical world does not cure anything. Фармацевтический мир никого не исцеляет. You have diabetes, I sell you insulin all your life. It's a great У вас business. есть диабет, я буду вам всю жизнь продавать инсулин, это чудесный бизнес. So we keep you alive with a better quality of life, and that's the outcome. That's the aim, because we make a lot of money. Мы поддерживаем вас живым, мы поддерживаем вас определенный уровень жизни, и это отличный бизнес, потому что мы постоянно финансово вы от нас зависите. And had emerged in the world with adult stem cells a way finally to cure. Но наконец-то в мире со взрослыми стволовыми клетками появился способ излечиться. So you go and you see a doctor. Вы идете на прием к врачу, He takes your fat stem cells, он берет ваши стволовые клетки, жировые стволовые клетки, separates them from the fat, отделяет их от жира, injects them back into your bloodstream. вкалывает обратно их в кровоток. Who made money? Кто заработал деньги? The people who sell the incubator, Люди, которые продают the инкубатор, syringe. шприцы. That's it. The entire pharmaceutical world is cut out of this new future of health. И здесь уже фармацевтический мир не имеет никакого отношения вот к этому процессу. It's a lethal threat. И это летальный исход для них, да, это угроза, летальная угроза. So their aim Их цель was to create confusion это чтобы создать запутанность, so that everybody would believe that the future is with embryonic stem cells, чтобы все поверили, что будущее лежит в эмбриональных стволовых клетках, that adult stem cells don't really have a lot of potential. что у взрослых стволовых клеток мало потенциала. If you go back in 2003, 4, 5, that's the general understanding in the public. Если вы вернетесь в 2003-2005 год, то это общее понимание, которое находилось среди населения. But everybody already knew that adult stem cells was really the answer. Но все знали, что взрослые стволовые клетки это был ответ. With the aim that it would take maybe 20 to 30 years to really develop embryonic stem cells, С пониманием того, что требуется 20-30 лет на развитие эмбриональных стволовых клеток. and in the meantime they would try to find a way to work with adult stem cells. И в это же время они будут пытаться
найти способ работать со взрослыми стволовыми So клетками. they've tried to create small vials of culture of adult stem cells that they can send to a doctor. Они пытались создать небольшие ампулы со взрослыми стволовыми клетками, которые можно было бы отправлять врачам. But nothing works better than your fresh stem cells. Но ничто не работает лучше, чем ваши свежие стволовые клетки. Everything turned around Все развернулось. when the Catholic Church, the Pope, Когда католическая церковь и Папа Римский in 2011, в 2011 году, I won't go into the whole story of it, опять всю историю не буду вам пересказывать, but because of something that John Paul II mentioned at the time of these embryonic stem cells, из-за того, что сказал Иоанн Павел II вот в это время эмбриональных стволовых клеток, the position of the church was that stem cell research was bad. позиция церкви стала такой, что исследование стволовых клеток это плохо. Not understanding that adult stem cells had nothing to do with embryos. Не понимая, что взрослые стволовые клетки не имеют никакого отношения к эмбрионам. So there was a lot of pressure by the Catholic world to tell the church, my child has a disease, adult stem cells can help, and it's completely ethical. Поэтому много было давления на pressure on the Catholic Church. Yeah. Да, было давление на католическую церковь, когда говорили, что вот у моего есть ребенка, допустим, есть болезнь, есть взрослые стволовые клетки, они могут помочь, и это нормально, это вполне этично. So in 2011, the Pope, what was Benedict, organized a big world convention conference on stem cells, announcing that the church was now backing adult stem cells. И в 2011 году тогда Бенедикт собрал большую конференцию, посвященную стволовым клеткам, и объяснил, сказал, что всему миру, объявил, что церковь поддерживает исследование взрослых стволовых клеток. One thing that I forgot to mention before Еще забыл вам сказать одну вещь. is that the reason why I could not have any of these interviews, Причина, по которой я не мог провести все эти интервью, it's because when the schedule of the day would go up the chain of command and reach the high level of any TV stations, потому что когда расписание дня поднималось на самой верхушке управления этих компаний, they would see adult stem cells, они видели слова «взрослые стволовые клетки», and there was a clear warning by all the pharmaceutical company that if they talk about adult stem cells, they will cut their advertising. но было послание от фармацевтических компаний всем каналам, что если на их каналах будет информация про взрослые стволовые клетки, фармацевтические компании прекратят финансирование рекламы. But after the Pope and the Church backed adult stem cells, then one TV starts talking about it, another newspaper. So now if you don't talk about it, now you're seen as being behind. So everybody started to talk about it. Поэтому после того, как Папа Римский объявил свою поддержку исследованию взрослых стволовых клеток, один канал об этом сказал, второй канал об этом сказал, и тогда уже стало странным, если вы об этом не говорили, потому что иначе вы были бы противником этого. I'm just showing this for you to see what is the difference between embryonic and adult stem cells. Просто делюсь этим с вами, чтобы вы понимали, какая разница между эмбриональными и взрослыми стволовыми And клетками. what's the history behind what you may have heard sometimes on the internet and the news. И в чем состоит история за тем, что вы, возможно, слышали уже в новостях или So the interest about stem cells is because of their high regenerative potential. И интерес в стволовых клетках заключается в их высоком регенеративном потенциале. And now you can go many places in the world where they will take your stem cells, re-inject them into you for maybe $10,000. Есть много мест сейчас в мире, куда можно прийти, они возьмут ваши стволовые клетки, поработают над ними и снова за $10 000 делают вот этот укол. And this is one treatment. И это один укол. Most of the time it is a package that is about $50,000. Обычно они продают вам такой пакет за $50 000. And they are using stem cells that are already in your body. И они используют стволовые клетки, которые уже находятся в вашем организме. So for me, the question that was bugging my mind Для меня вопрос, который очень меня тревожил, was if these stem cells have such an amazing potential and they're already in the body, what are they doing there? Если у этих клеток есть такой огромный потенциал, но они уже находятся в вашем теле, что же они там делают?
it's not possible that they have greater potential because you take them out and you put them back in. Невозможно, что их потенциал увеличивается, когда вы их достали, а потом снова обратно вкололи. So what are they doing? Поэтому что же они делают? So then I started to dig. Why are they not working in the blood, right? Or what are they Yeah, doing? they prove to be. It's not that they're not working. Да, то есть не вопрос, что они не работают в кровотоке, а вопрос, они работают, но что же они делают? Да. В чем тогда их Они нет? своими глазами. Идут там, где есть проблема, превращаются в клетки данного органа и восстанавливаются. Да, он сейчас ответит. Дайте доктору говорить. Чего вы говорите-то все? Ну капец, блин, врачи. Okay. So, okay. Не мешайте ему говорить. Where was I? Сбили доктора, теперь не помнит, как он закончил. I was going to tell you something amazing. Я собирался вам что-то такое крутое сказать, я уже А забыл. вы заговорили. Что они там делают? In any case, the point here is, if we go back like 2002, Если мы 2003, вернемся в 2002-2003 год, when injections started to be developed, когда начали развивать вот эти уколы, umbilical cord stem cells started to be popularized. также начали говорить о стволовых клетках из крови пуповины. Networks of hospitals were developed where you can collect the blood from umbilical cord and freeze the stem cells. Стали развиваться такие медицинские центры, там, где забирали кровь, пуповинную кровь, собирали ее, замораживая. You have a child and you can pay every month to keep the stem cells of the child. Если у вас есть ребенок, вы могли ежемесячно оплачивать сбережение этой пуповинной крови. And I'm saying this because you need to understand that you do all of this because you don't know that the stem cells in your body can do the job. Otherwise, you wouldn't do any of that. И вы все это делаете, да, и люди это делали, потому что они не понимали, что могут делать стволовые клетки уже в их организме. Иначе вы бы не делали все вот это. So this idea that your stem cells are your repair system, and just by releasing them, you could repair, was completely unknown. И вот эта идея, что вы можете увеличить производство своих стволовых клеток и этим же самым восстанавливать свой организм, эта идея была совершенно незнакома никому. So it is slowly, by some observation, the real role of stem cells in the body become revealed. Но теперь, благодаря определенным наблюдениям, настоящая роль стволовых клеток в вашем организме начинает открываться. Actually, I should say that it's not quite true. На самом деле скажу, что это не совсем правда. When I started to look into this, there was already a lot of studies done. Когда я начал уделять внимание этой теме, я увидел, что уже много опубликовано изучений на эту тему. You know, in science, you need to understand that if you're not a scientist, В науке вам нужно понимать, если вы не ученый, that if I tell you that, for example, I don't know, mouse don't exist. если я вам скажу, мышей не существует, If you see something moving in your room, если вы увидите, что что-то двигается в вашей комнате, you will look, but you won't see it because in your mind it does not exist. вы посмотрите, но вы не увидите, потому что в вашем разуме этого не существует. There are things that scientists have looked at for decades, Есть вещи, на которые ученые смотрели десятилетия, and they missed it because in their mind it did not exist. и они упускали это, потому что в их уме, в их понимании этого не существует. My background is brain research. Мое прошлое – это изучение мозга. At school I was told the brain does not regenerate. В школе мне сказали, мозг не регенерируется. That's it. Все. You're born with whatever you have and that's it. Вы рождены с тем, что у вас есть, и это все. Today we know that it's not true. The brain repairs and regenerates. Мы знаем сегодня, что это неправда, и мозг восстанавливает себя. But when I was in school in the early 80s, Но когда я учился еще в 80-х, в начале 80-х, already data published in the 1970s were talking about the brain regenerating. уже были тогда опубликованы статьи 70-х годов, которые говорили о регенерации мозга. It's all there. Данные все там. It just takes a person to go over all of this
and suddenly take all this information, turn it around, and show how it demonstrates something that we have not seen before. Просто нужен человек, который возьмет всю эту информацию, развернет ее под правильным углом и покажет, что она доказывает то, что мы раньше не видели. So I did not me personally do any of the research that we're going to talk about here. Поэтому я лично не проводил всех этих исследований, о которых мы сегодня будем говорить. It's the research of hundreds of different scientific teams. Это изучение сотен различных научных команд. And in the early 2000s, none of them concluded that stem cells are your repair system. И в начале 2000-х годов ни одна из этих команд не подтвердила, что стволовые клетки являются вашей системой восстановления. But it's right there in these studies. It was so obvious. Но эта же информация и написана в их изучениях. Она настолько явна сейчас. So I'm giving you that history so that you understand why today we still have all these centers to collect stem cells, to freeze them. All of these exist, and they are almost made irrelevant by a product like Revitable. Поэтому я вам рассказываю всю эту предысторию, чтобы вы понимали, почему все эти центры сбора крови, заморозки, все они еще существуют, центры стволовых клеток. Но на самом деле они становятся ненужными, неактуальными из-за такого продукта, как Revitable. So, to get into the topic, stem cells, we've talked enough about them. Stem cells are contrary to somatic cells. Мы говорили уже о стволовых клетках, и стволовые клетки отличаются от соматических клеток. All the cells of your body are called somatic cells. Все клетки вашего организма называются соматическими. They do one specific thing, У них есть одна конкретная цель, and they will never transform. и они никогда не трансформируются. It's like a cat will never become a dog. Как кошка никогда не станет собакой. A muscle cell will never become a skin cell. И никогда клетка мышцы не станет клеткой кожи. But there is one type of cell in your body that does nothing. Но есть один вид клетки в вашем организме, который не делает ничего. It has no function in the body. Нету никакой функции в теле. Its function is to transform into one of those specialized cells. Ее функция – это стать, трансформироваться в одну из специализированных клеток. It's your stem cells. They're master cells. Это ваша стволовая клетка, главная клетка. Historically, they were known as precursors to blood cells. Исторически мы их знали как предшественники красных клеток крови. But then in the early 2000s, Но в начале 2000-х годов studies started to report that these stem cells from the bone marrow could become other types of cells. были опубликованы изучения, которые показывали, что вот эти стволовые клетки могут стать другим видом клеток. For example, a study on leukemia. Например, изучение лейкемии. We want to study if a bone marrow transplant can help heal a patient with leukemia. И изучалось, может ли трансплантация костного мозга помочь пациенту исцелиться. So you irradiate the person to kill all the stem cells that are bad. Вы убиваете в человека все плохие стволовые клетки. And then you inject stem cells from a compatible donor. И потом вкалываете стволовые клетки от подходящего донора. Does it work? Работает ли это? So they first did that in mice. Они сделали это на мышах сначала. So they irradiated female mice. Они подвергли радиации женскую мышь. And they injected stem cells from male mice. И взяли стволовые клетки с мужского. Because they have the Y chromosome. Потому что у них Y-хромосома. So you can identify the cells that have Y chromosomes in the body. В теле можно следить за хромосомами. So you can tell if the new bone marrow, the new blood came from the stem cells that you injected. И вы можете тогда понять, откуда пришли новые the new blood cells, right? Новые клетки крови, откуда они появились, из какого костного мозга. So after injecting male stem cells into female mice, и после того, как вкололи мужские стволовые клетки мышь женского рода, the first thing that they saw is that these female mice started to curse and drink vodka. Первое, что они увидели, что мышь женского рода начала материться и пить водку.
So the conclusion is that it works. Заключение было то, что все сработало. But a few weeks later, they found cells in the brain with the Y chromosome. Но через несколько недель они нашли клетки в мозге, которые были с Y-хромосомой. This changed everything. И это изменило все. That means these stem cells that normally only become blood cells, now they were seen to become brain cells. Потому что тогда же думали, что стволовая клетка превращается только в клетку крови, а тут увидели, что она стала клеткой мозга. Another study documented the same phenomenon in the liver. И They found liver еще cells. одно изучение показало тот же самый феномен в печени. In another study, heart cells. И еще одно изучение на сердце. All of this was published in 2000-2001. Все это было опубликовано в 2000-2001 году. So it was there in the literature. И это все было в литературе. How is it possible to think that seeing a stem cell from the bone marrow to become brain, heart, and liver, how can you not see that this is the repair system? Как же можно не увидеть, что если клетка становится клеткой сердца, печени, почек, что это система восстановления? It's the belief that the scientific world had that it's not possible. Это было верование научного мира, что это просто невозможно, такой процесс невозможен. Let me show you one study, because that study will show the phenomenon and it will answer a very interesting question. Я покажу вам одно изучение. Это изучение покажет феномен и ответит на один очень интересный вопрос. The scientific world is not stupid. Научный мир, конечно же, не глуп. The reason why they did not see that before, Причина, по которой они этого раньше не видели, it's simply because we didn't have the tool to make the observation. это просто потому, что не было инструмента, с которым можно было наблюдать. You cannot study stars if all you have is a microscope. Нельзя изучать звезды, если все, что у вас есть, это микроскоп. You cannot study bacteria if all you have is a telescope. Нельзя изучать бактерии, если все, что у вас есть, это телескоп. You need to have the right tool to reveal the phenomenon and see it. Нужен правильный инструмент, чтобы открыть этот феномен и его увидеть. So here's a study in which scientists took a double beaker, so a small beaker in a bigger beaker. В этом изучении ученые взяли посудину поменьше, посудину побольше. The small beaker here above, the bottom is made of a semi-permeable membrane. И вот в этой меньшей посудине низ сделан из мембраны, проницаемой, полупроницаемой мембраны. So it has holes that are big enough to allow the passage of molecules, but too small to allow the passage of cells. Достаточно большие отверстия, чтобы проникали молекулы, но достаточно маленькие, чтобы проникали клетки. At the top they put stem cells, at the bottom a piece of liver. Сверху положили стволовые клетки, а снизу кусок печени. So they looked at these stem cells, Посмотрели на эти стволовые клетки. and after 8 hours they started to transform into liver cells. Через 8 часов они стали превращаться в клетки печени. Now the traditional way of identifying a cell is histology. Традиционный способ определения клетки – это гистология. Is to look at a cell under a microscope. Это посмотреть на клетку под микроскопом. And depending on its size, its shape, its color, how it's stained with various dyes, В зависимости от формы, от цвета, от того, какой цвет она приобретает, когда определенный краситель на нее капает. a pathologist can identify any type of cells. Патологи могли определить различные виды клеток. But if you look at these cells and you put them under the microscope, they are now liver cells. Но если взять вот эти клетки и поместить их под микроскоп, они стали клетками печени. You cannot tell that yesterday they were stem cells. Нельзя даже узнать, что вчера они были стволовыми клетками. So the phenomenon is invisible. Поэтому феномен не виден. And that's why it has never been seen. И это почему никто никогда этого не видел. Until you get the idea that maybe it's happening, so maybe we can develop tools to study it. Пока у вас не появится идея, что возможно это можно сделать, и вы начнете создавать инструменты для того, чтобы этот процесс стал возможным. So the tool that was developed was green fluorescent protein. И создали такой инструмент, зеленый флуоресцентный протеин. Green fluorescent protein is a little bit like a GPS. И этот протеин, он как GPS.
We have known for a long time that you have whales that are close to the shore and you have other whales that are very far in the ocean, very deep. Мы уже давно знаем, что есть у нас киты, которые плавают ближе к берегу, есть киты, которые плавают наоборот, очень далеко, очень глубоко. They're different whales. Они разные киты. Until the day that you put a GPS on it and you realize that it's the same whale. Мы думали, что это разные киты, до того дня, пока не поместили GPS на них и поняли, что это все те же самые киты. It's a marker. Это как маркер. So by using markers, we can follow cells like this in the body. Используя вот этот маркер, мы можем следить за клетками в теле. Green fluorescent protein is a protein. Зеленый флуоресцентный протеин – это протеин. So you can derive the DNA that codes for that protein. И можно извлечь ДНК, который кодируется для этого протеина. You can inject that DNA in the nucleus of a stem cell. Можно вколоть это ДНК в ядро стволовой клетки. So now that stem cell will constantly make green fluorescent protein, so it will be green. И эта стволовая клетка теперь будет постоянно производить зеленый флуоресцентный протеин. And if that stem cell Постоянно будет светиться. become a liver cell, И если эта клетка станет клеткой печени, I put a black light on it, and if it was a stem cell yesterday, it glows. я посвечу на нее определенным светом, Because it contains green fluorescent и она protein. будет светиться, и мы узнаем, что это клетка, которая вчера была стволовой. So then it becomes a very, very simple study, И это становится очень простым изучением. where you do irradiation of animals, Когда вы делаете радиацию животного, you inject stem cells that have the green fluorescent protein. вкалываете стволовые клетки, которые имеют флуоресцентный протеин. So the animals are all normal, but the stem cells in their bone marrow are green. Животное выглядит как и раньше, но стволовые клетки в их костном мозге теперь зеленые. Then you trigger a lesion somewhere in the body, Потом где-то повреждение, делаете повреждение в организме, and then you observe the process of tissue repair. и потом смотрите на процесс восстановления ткани. This is a study that we did in which we injected a toxin that destroys the muscle. В этом изучении мы вкололи токсин, который разрушает мышцы в мыши. 6 weeks later, the muscle is completely reconstituted, but it's green. Через 6 недель мышца полностью была восстановлена, но она была зеленой. All coming from cells from the bone marrow. И все восстановление произошло из стволовых клеток костного мозга. You trigger a heart attack, see all the new heart cells derived from the bone marrow. Вызвали сердечный приступ, и все новые клетки, они пришли из стволового мозга. Same thing in the skin after a burn. То же самое в коже после ожога. Okay. The kidney, То же самое в почках, the lung. в легких. And we'll come back to that one in detail. This is a cell from the pancreas that is making insulin derived from the bone marrow. Это клетка поджелудочная, которая производит инсулин. I'm Шла just прямо showing you из костного a мозга. few examples that illustrates in a very simple and visual way that stem cells can become cells of all these different tissues. Я просто вам показываю такие простые визуальные примеры, которые показывают, что клетка костного мозга, стволовая клетка, может стать любой клеткой вашего организма. Some of these studies were published in 2002, 2003. Некоторые эти изучения были опубликованы в 2002-2003 году. So everything was there in the literature to clearly see that this was the repair system. Поэтому в литературе находилось все, где можно было увидеть, что это и есть система восстановления. But you could conclude two things. You can say, well, these are strange stem cells. Но можно было сделать два заключения, сказать, что это какие-то странные стволовые клетки. Or you can say, if one stem cell becomes a brain cell, then it must be with a purpose. Или можно было сказать, что если одна стволовая клетка становится клеткой головного мозга, то это значит делается по какой-то причине. It's like seeing caterpillars and butterflies for millenniums. Это как видеть гусениц и бабочек миллионы лет. And one day, one biologist sees one caterpillar transforming into a butterfly. И однажды один ученый увидел, как гусеница превратилась в бабочку. You can draw two conclusions. И можно сделать два заключения. You can say it's a weird caterpillar, Можно сказать, это какая-то странная гусеница была. or you can say butterflies come from Или caterpillars. можно сказать, бабочки появляются из гусениц. You need to look at more caterpillars and more butterflies
Конечно же, нужно будет посмотреть на большее количество гусениц и бабочек. But nature is organized. If something as amazing as a caterpillar becoming a butterfly, then it has to be how nature is organized. Но природа наша это очень организована, да? Если есть гусеница, которая стала бабочкой, значит таким образом построена природа. So we published an article in 2002 in which we suggested that stem cells are the natural repair system of the body. В 2002 году мы опубликовали статью, в которой предложили, что стволовые клетки являются естественной системой восстановления организма. So at the time we did not have all the language like we have it today. Тогда у нас не было еще тех слов, да, чтобы описать то, как мы это описываем сегодня. So we called it the use of your own stem cells from the bone marrow to treat various degenerative diseases. Мы назвали это использование ваших собственных стволовых клеток для лечения дегенеративных заболеваний. And now everything that we'll talk about is what we have seen over the past 18 years. И теперь все, о чем мы будем говорить, это то, что мы видели за последние 18 лет. Here's what we know today, very well described, of what stem cells do in the body. Это то, о чем мы можем говорить сегодня, и что описывает очень хорошо, что делают стволовые клетки в организме. This is the book that I wrote, Cracking the Stem Cell Code. It's that process described in a lot of details. И та книга, которую я написал, описывает этот процесс только во многих деталях. So I'm just saying this for you to know, this is not just one or two studies, it's hundreds of studies. Я вам говорю это, чтобы вы понимали, что это не одно-два изучения, это сотни изучений. As soon as there is an injury somewhere in the body, whatever it is, a problem, Как только есть повреждение или проблема в организме, the affected tissue will release compounds that will go to the bone marrow and trigger the release of stem cells from the bone marrow. ткань будет выпускать особые вещества, которые пойдут в костный мозг и вызовут производство большего количества стволовых клеток. So these compounds, Вот эти компоненты, these compounds that you see here, вот эти соединения, которые вы здесь видите, if you are a doctor, just to understand, so we're talking granulocyte colony stimulating factor. I'm sorry, forget it. They're very well known. очень известные компоненты, о которых я сказал. So these compounds are very well known. They're used in medicine commonly. Их очень часто используют в медицине, эти соединения. Stem cell leaves the bone marrow, get into the bloodstream. Стволовая клетка покидает костный мозг и попадает в кровоток. After a heart attack, the number of stem cells, or a bone fracture, or a stroke, the number of stem cells in circulation will increase between 3 to 10 times. После поломанной кости, сердечного приступа или инсульта в 2-3 раза увеличивается наличие стволовых клеток в организме, в кровотоке. Something is wrong with these videos. Okay, we don't have to go there. So, it has a mind of its own. Да, работает как хочет, работает. Okay, so stem cells circulate everywhere in the body. Стволовые клетки циркулируют по всему телу. This is why sometimes after a heart attack people hear voices. Это почему после сердечного приступа люди иногда начинают слышать голоса. Stem cells are saying, where do we go? Потому что клетки говорят, куда нам идти, куда нам идти. So they go everywhere. Они везде, соединяются везде. When they circulate into the fine capillaries of the affected tissue, where is the injury? Когда они попадают в очень тонкие капилляры, там возле поврежденной ткани, locally stem cells, locally the injured tissue releases compounds, та поврежденная ткань выпускает соединения, and they will touch the membrane of the stem cells. It's really a molecule touching the receptor. они прикасаются к мембране стволовой клетки, то есть молекула прикасается к рецептору. It will make the stem cell express adhesion molecules of adhesion, sticky molecules. Стволовая клетка вырабатывает молекулу, липкую молекулу, and the stem cells will stop in the blood flow, attached to the capillary. Стволовая клетка останавливается и присоединяется в этой капилляре. The stem cell will migrate in the tissue, Стволовая клетка иммигрирует в ткань, and when it lands in the tissue, upon contact with cellular debris of that tissue,
И когда она вступает в контакт с остатками, с частичками поврежденной ткани, just like what we saw before with the liver cells, так же, как мы это видели с клетками печени раньше, when you expose the stem cells to a piece of damaged liver, they become liver cells. когда было показано, что стволовые клетки были подвержены частичке печени, и они стали клетками печени, They will become cells of any tissue in which they migrate. они станут клетками любой ткани, в которой они мигрируют. So it is your repair system. И это ваша система восстановления. Every time in your life when you've had an injury, that's the process that took place in your body. Каждый раз в вашей жизни, когда у вас было какое-то повреждение в теле, это тот процесс, который происходил у вас. For example, what we talked about before with the green fluorescent protein. То, что мы раньше говорили о флуоресцентном протеине. If you have a bone fracture, Если вы сломали кость, you will see the healing line green. вы увидите, что ваша линия восстановления зеленая. No matter the tissue repair, that's the phenomenon that takes place. Несмотря, не будет зависеть от того, какая ткань восстанавливается, это тот феномен, который происходит. So it's clear that for stem cells to really do their work of tissue repair, they need to go through these 5 steps. Для того, чтобы стволовые клетки завершили свой процесс для восстановления ткани, нужно пройти через этот пятиступенчатый процесс. Release from the bone marrow, Выйти из костного мозга, circulation, попасть в циркуляцию, migration in the tissue, пройти миграцию в ткань proliferation and differentiation. и процесс пролиферации и дифференциации. In the work that I have done, И в работе, которую я провел, it is clear to me that migration is very important. для меня очень важно, что процесс миграции очень важен. And a number of polysaccharides stimulates migration. Количество полисахаридов, оно стимулирует миграцию. That's why we have beta-glucan in revitaglucan. Это потому, что у нас Beta-glucan. лучше глюкен, гликины, In revitaglucan. бравитаблу. It's to stimulate migration. Есть глюкины, чтобы стимулировать миграцию. But in science, there is no tool to measure migration. Но в науке нет инструмента, который может измерить миграцию. So nowhere in the scientific literature can you find studies about the process of migration. Поэтому нигде в научной литературе вы не найдете изучения о процессе миграции. So we cannot talk about it and quote the scientific literature. Поэтому мы не можем об этом говорить и цитировать научную литературу. So we don't really talk about it. Поэтому мы обычно об этом не говорим. But if you count the number of stem cells in the bloodstream of someone, Но если вы посчитаете количество стволовых клеток в кровотоке кого-то, and you give the person beta-glucan, и вы дадите человеку бета-глюкен, mushroom extract, допустим, экстракт грибов, you see the number of stem cells dropping within about 20 minutes. вы увидите, что за 20 минут количество стволовых клеток упадет. Because they go from the blood into the tissues. Потому что они переходят из крови в ткань. But if I simply look at what we have in the scientific literature, this is the most important part. Но если я посмотрю, что у нас уже есть в научной литературе, то вот эта часть самая важна. Because scientists have identified these molecules known to trigger stem cell release. Потому что ученые уже определили молекулы, которые являются толчком к выпуску стволовых клеток. So now that's the tool that I can use to inject these molecules into animals or people. И теперь это инструмент, который я могу использовать, вкалывая эти молекулы в животных или в людей. And then I can study the link between how many stem cells I have in the blood and health. И теперь я могу изучать связь между количеством стволовых клеток в крови и здоровьем. So let's look at that. Давайте посмотрим на это. There are 3 main conclusions when we look at all the studies looking at the link between the number of stem cells in circulation and health. Если посмотреть на все изучения, связанные с количеством стволовых клеток в циркуляции и здоровье, есть 3 вывода. The first conclusion is more stem cells in circulation means that you repair better. Первое, это если есть больше стволовых клеток в циркуляции, это значит, что вы лучше восстанавливаетесь. If you get 2 persons with a broken bone, Если взять 2 людей с поломанной костью, and one of them repairs faster и один из них быстрее выздоровел, because he had more stem cells in это circulation. потому, что у него было больше стволовых клеток в циркуляции.
Let me show you studies that illustrate this phenomenon. Я покажу вам изучения, которые показывают этот феномен. I think we talked about this one yesterday. Кажется, мы вчера об этом говорили. People after a heart attack, Люди после сердечного приступа, we separate them in two groups. разделили их на две группы. People who resumed an active life, И люди, которые вернулись к активному образу жизни, people who did not do well or died. люди, у которых все не так было хорошо, либо они умерли. The people who did not do well have half the number of stem cells compared to people who did better. Люди, у которых все не так было хорошо, у них было чуть меньше половины стволовых клеток в Here's обращении. another study published in 2005. Еще одно изучение в 2005 году Just to опубликовано. show that earlier on, all this data was already in the scientific literature. Просто чтобы показать, что даже раньше все эти данные были в научной So литературе. in that study, doctors took 519 people at risk for cardiovascular disease. Врачи взяли 519 пациентов, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний, And then they observed during 1 year the occurrence of any kind of cardiovascular и disease. потом на протяжении года наблюдали за возникновениями сердечно-сосудистых заболеваний. Stroke, Инсульты, arrhythmia, аритмии, angina, pain in the heart, боль в сердце, heart problem, проблемы any с kind of сердцем, heart problem. любой вид сердечных проблем. And then 1 year later, Через they год made the link between the number of stem cells in circulation and heart problems. они построили связь между количеством In other words, циркулирующих клеток и сердечными проблемами. do we see more heart problems in people who have fewer stem cells? Видим ли мы больше сердечно-сосудистых проблем у людей, у которых меньше клеток в обращении? So these 519 people were separated in 3 groups. 519 людей разделили на 3 группы. A lot of stem cells, Много клеток, average stem cells, среднее количество стволовых клеток and low level of stem cells. и низкий уровень стволовых клеток. This is survival without heart problems. Это выживание без проблем с сердцем. Each line going down is somebody having a heart problem. Каждая линия, падающая вниз, опускающаяся вниз, это кто-то имел проблему с сердцем. And the conclusion of the study Заключение этого изучения was that there was a direct link between one of the best way to predict that somebody will have a heart problem is how many stem cells they have in their blood. самый лучший способ предсказать, будут ли у кого-то проблемы с сердцем, это посмотреть на количество стволовых клеток в их крови. Today we will take your blood pressure, Сегодня мы измеряем ваше давление, your cholesterol level, ваш уровень холестерина and it will give you about a 50% chance of being right. и дает вам шанс 50 на 50 оказаться правым. Might as well throw a coin, it's just about as Можем effective. подбросить монетку, шанс будет точно таким же. But how many stem cells you have in your blood is one of the best predictors. Но самый лучший предсказатель это количество стволовых клеток. And today we know why. If you get more stem cells in circulation, И теперь мы знаем почему, потому что если повысить количество стволовых клеток в циркуляции, and your heart is slowly in a situation of lacking oxygen, если ваше сердце будет нуждаться или ему будет недостаток кислорода, that will signal and call cells to the heart. это будет сигналом и позовет стволовые клетки к сердцу. And the heart will repair before it has the problem. И сердце восстановит себя до того, как у него возникнет проблема. So if more stem cells in the blood is better, then the question is, if I have my 2 people with a broken bone and I have the one that is not healing fast enough, if I can put more stem cells in circulation, can I increase the rate of healing? Если мы возьмем тех же 2 людей с поломанными ногами, один выздоравливает быстрее, второй медленнее, тогда вопрос, можем ли мы увеличить количество стволовых клеток у того, кто выздоравливает медленнее, и этим же самым помочь ему восстановиться быстрее? And that's a concept that when I speak in medical conferences, I talk about endogenous stem cell mobilization. И когда я выступаю на медицинских конференциях, я говорю об эндогенной мобилизации стволовых клеток. The release of your own stem cells. Это выпуск ваших собственных стволовых клеток. So let's briefly relate this to what you already know about stem cells. Давайте коротко свяжем это с тем, что вы уже знаете о стволовых клетках. What you have heard about in the media, on the internet, on TV, Что вы everywhere, уже слышали в медиа, в интернете, по телевизору, is that you can isolate stem cells from a source можно
сделать экстракцию стволовых клеток из источника. It can be the bone marrow, the blood, the fat tissue, umbilical Это cord. может быть жировая ткань, кожа, пульпа зуба, пуповинная кровь и ваш костный мозг. Is this proliferation? No, No. it's testing in a tube. Okay. They would multiply them in a test tube. Они Oh, injection? No, injection is number 3. Okay, so It's testing in a tube. okay. What this refers to is that before they would multiply them. So you harvest, let's say, 1 million, and you transform them into 20 million. Например, вы могли бы, ученые собирали там миллион стволовых клеток и превращали их в 20 миллионов. But today we know that the number of generations of a stem cell is fixed. So if you multiply them in the test tube, you will have fewer multiplication in the body. If you inject them directly in the body, they will multiply anyway. So that is not done as much anymore. Но ученые теперь знают, что there is a limited number of multiplication, что у стволовых клеток есть ограниченное количество раз, сколько они могут возможность делиться. Да. Поэтому если их поделить очень много в пробирке, грубо говоря, да, то в организме они не так уже потом будут делиться, и мало останется делений. Поэтому сейчас уже меньше делают делений в пробирке. It's not important. I'm giving you background so that you understand more. Is it too much detail? Я даю вам много информации, чтобы вы понимали просто предысторию. Да. Возможно, ее слишком много. Нет, нормально. Interesting. Интересно? Да. Okay. So, but the thing to understand, and then they inject them in the bloodstream. Потом после этого вкалывали в кровоток. But to me, the big question is, if you inject stem cells in the bloodstream, all you do is that you increase the number of circulating stem cells through an injection. Когда вы вкалываете стволовые клетки в кровоток, все, что вы делаете, увеличиваете количество стволовых клеток в циркуляции через укол. But we have discovered that the body releases its own stem cells when you have an injury. Но мы узнали, что тело выпускает свои собственные стволовые клетки во время повреждения. So the body has a mechanism to release its own stem cells. Поэтому в теле есть уже механизм, который способен выпускать стволовые клетки. We know that when we inject the molecules released by an injured tissue, we trigger that release of stem cells. Мы знаем, что когда мы вкалываем молекулы поврежденной ткани, это спровоцирует больше выпуск стволовых клеток. So what about increasing the number of stem cells in the blood, not through an injection, but just by releasing your own stem cells? А что если увеличить количество стволовых клеток циркуляции не через укол, а через увеличенный выпуск ваших собственных стволовых клеток? Do you see here the power of a product like Revitablue? Видите ли вы здесь силу такого продукта, как Drapeau? Да. To get an injection of stem cells, you need a lot of money. Чтобы сделать укол стволовых клеток, нужно много денег. You need to travel where you can get them. Нужно путешествовать туда, где вы можете получить такой укол. You need to pay for being there for a week or two. Вам нужно оплачивать свое пребывание там пару недель. But you can take a box of Revitablue and you can ship it anywhere in the world. Но можно взять коробочку Drapeau и отправить ее по почте в любую точку мира. And then we'll continue to describe what is it that Revitablue does. But my point is that it changes. I think that it's called to completely change the way that we think about using stem cells. Но мы больше будем говорить о том, что делает Drapeau, но я думаю, что это полностью изменит то, как мы думаем о стволовых клетках. I'm going into the scientific literature and I'm taking a few studies about those diseases for which normally medicine cannot do anything. Теперь я иду в научную литературу, и я беру несколько изучений, которые говорят о тех болезнях, для которых обычная медицина не может ничего сделать. And let's see what your own stem cells can do. И давайте посмотрим, что могут сделать ваши собственные стволовые клетки. Here's a study in which scientists triggered a heart attack in mice by stopping blood flow. И здесь ученые вызвали сердечный приступ у мыши, остановив приток крови сердцу. They separated the animals in two groups, group control, Разделили мышей на две группы, группа контроль, and then a group in which they injected those molecules known to trigger release of stem cells. и здесь вторая группа, где вкололи молекулы, которые мы знаем, что вызывают выпуск стволовых клеток. The cocktail that was used in this study will trigger a massive release of stem cells. Коктейль, так называемый, используемый в этом изучении, вкалываемый коктейль,
он провоцирует огромный выпуск большого количества клеток. So the difference here is normal, no stimulation. Here, many more stem cells in circulation. Контрольная группа с одной стороны, с другой стороны огромное количество выпущенных стволовых клеток. 27 days later, Через 27 дней in the control group, severe scar tissue in the ventricular wall. В контрольной группе рубцовая ткань на стенке желудочка, появилась серьезная рубцовая ткань. No new blood vessels. Не было новых кровеносных сосудов. 17% survival. Выживаемость была только 17%. And typical heart problems. И обычные сердечно-сосудистые проблемы. Like enlarged heart. Как увеличенное сердце. Poor ejection fraction. Плохая сердечный выброс. Сердечный выброс. The two main signs of cardiomyopathy, heart problems. То есть два главных признака проблем сердца. Look at the ventricular wall here. In the experimental group, renewal of the ventricular wall. В экспериментной группе было обновление желудочковой ткани. New blood vessels connecting to the other ventricule. Новые функциональные кровеносные сосуды были. 73% survival compared to 17%. Выживаемость 73% по сравнению с 17%. And almost normalized heart function. И практически нормализированная функция сердца. So in a world where there is nothing we can do to recover from a heart attack, here's a study done in 2001 showing that you can completely repair the heart in a month. В том мире, когда нам говорят, что мы ничего не можем сделать, никак отвернуть последствия сердечного приступа, вот опубликовано в 2001 году изучение, которое показывает, что за месяц смогли восстановить сердце. The reason why this is not used in humans is that the protocol that was used in that study. Причина, по которой это не используется на людях, потому что протокол, который использован был в этом изучении, these compounds that trigger a massive release of stem cells, те компоненты, соединения, которые вызывают огромный выброс стволовых клеток, unrelated to their effect on stem cells, независимо от их эффекта на стволовые клетки, they also trigger platelet aggregation. What is that? Platelet aggregation, blood clots. Они также вызывают агрегацию тромбоцитов, то есть штучки блокируют поток крови, тромбы появляются. Yeah, blood clots. So it's to say, to help you repair from a heart attack, we'll give you a stroke. В принципе, иными словами, вы сказали человеку, мы поможем тебе восстановиться от сердечного приступа, но ты получишь инсульт. Not a great marketing message. Нехорошее, плохое маркетинговое послание. But it does show something very important. Но это показывает что-то очень важное. If you can put more stem cells in circulation, если можно поместить больше количества стволовых клеток в кровоток, the body does have the ability of using them for repair. У тела есть способность взять их для своего восстановления. For massive repair. Для огромного восстановления. Here's another study. Вот еще одно изучение on the heart, на сердце, in which they looked at, so there are three main consequences of a heart attack. Есть три главных последствия сердечного приступа. The first, poor ejection fraction. Первое – это плохой выброс крови. When your heart pumps, it doesn't pump a lot of blood. Когда сердце качает, оно качает немного крови. So it doesn't allow you to have a lot of oxygen in the body. Это не позволяет вам иметь достаточно кислорода в крови. So that was quantified in the first study. It was normalized. В первом изучении это посчитали, и там эта функция была нормализирована. Another one is the size of the heart. Второе – это размер сердца. The strength of any muscle is related to how much the muscle fibers overlap. Сила любой мышцы зависит от того, насколько перехлестываются волокна мышцы. A compact muscle is stronger. Компактная мышца, она намного сильнее. If I give you something very heavy to lift, and I put it on your arm like this, and I tell you do this, it's easy. Если я вот таким образом помещу что-то тяжелое на вашу руку и скажу вам подними, вы скажете, что это легко. But if the muscle is all extended, но если мышца полностью разведена, and now I tell you lift it, а теперь я скажу поднимите вот так, you will do this. вам придется сделать вот это. Okay, your heart is the same.
вашем сердце то же самое. A weak heart is extended and it cannot contract very strongly. Слабое сердце, оно расширено, и оно не может очень сильно сжиматься. It is one of the main consequences of a heart attack. Это одно из самых популярных последствий сердечного приступа. I don't have the slide here, but the study was done. У меня нету здесь слайда, но изучение было проведено. If you simply release stem cells in the animals, Если выпустить стволовые клетки в животном, within 2-3 weeks the heart has taken back its normal size. через 2-3 недели сердце возвращается к обычному размеру. Another consequence of a heart attack is called cardiac remodeling. Еще одно последствие сердечного приступа – это сердечный Cardiac remodeling. нет, remodeling, это типа перестройка, изменение модели, ремоделирование. It's that the dead tissue transforms into fibrous tissue, scar tissue. It's scar tissue in the heart. Тут, в принципе, появляется рубцовая ткань на сердце. So because the heart is a smooth muscle, if you have scar, it changes how it contracts. Потому что сердце – это вот такая мягкая мышца, которая сжимается. Когда появляется рубцовая ткань, оно изменяет форму своего сжимания. You know, so it's fibrous tissue in the heart. Фиброзная ткань в сердце. So this is the amount of fibrous tissue in control and after injecting compound that release stem cells. И вот это вот количество фиброзной ткани в контрольной группе и в той, где был выброс стволовых клеток. And this is the difference in the fibrous И tissue. вот разница в фиброзной ткани. Just a few studies to show you that by releasing your own stem cells, you can repair the heart. Просто, опять же, несколько изучений, показывающих, что если вы повысите выработку стволовых клеток в вашем организме, вы можете восстановить сердце. And I'll show you a case later. И еще покажу вам, I'll show like a case, like a Ah, human study. я покажу изучение на человеке чуть позже. With Revitable, with a predecessor to Revitable. С предшественником равитабули. Okay, diabetes. Диабет. That's what it is? Да. Yeah. So, to show that releasing your own stem cells can have an effect on diabetes, we need to show two things. Чтобы показать, что выпуск стволовых клеток имеет эффект на диабет, нам нужно показать две вещи. We need to show that stem cells from the bone marrow can leave the bone marrow, go to the pancreas, and become insulin-producing cells in the pancreas, naturally. Нам нужно показать, что стволовые клетки могут из костного мозга попасть в поджелудочную, стать клетками, которые будут производить инсулин, обычными натуральными клетками. If we can show that this is a natural phenomenon in the body, the next step is to show that by releasing stem cells and putting more in the body, I can enhance this natural process and repair the pancreas. Если мы можем показать, что это естественный процесс, происходящий в организме, то мы также можем показать, что увеличивая производство стволовых клеток, мы можем увеличить их вот замену поджелудочной, когда они становятся инсулинопроизводящими клетками. Make sense? Это понятно? Okay. First study. Первое изучение. Ingenious study. Очень гениальное изучение. Scientists took male mice Ученые взяли мышь мужского пола, in which they do a genetic manipulation. сделали генетическую манипуляцию. They coupled the gene for green fluorescence protein to the gene for insulin. Они соединили ген с флуоресцентным протеином и ген инсулина. So you take an embryonic stem cell of that animal. Вы берете эмбриональную стволовую клетку этого животного. You go inside the nucleus and then you attach the gene for green fluorescent protein to the gene for insulin. Заходите внутрь ядра и соединяете ген флуоресцентного протеина с геном инсулина. Now you allow that embryonic stem cells to develop into a full mouse. Позволяете этой эмбриональной стволовой клетке развиться в полноценную мышь. Any cell in that animal that makes insulin will also make green fluorescent protein, so it will be green. Любая клетка теперь в этой мыши, которая производит инсулин, так как в ней был соединен флуоресцентный протеин, она будет светиться. So that means the pancreas of these mice is green. Это значит, что поджелудочная этой мыши зеленая. It's good for Halloween.
неплохо на Хэллоуин, знаете? Now they took female mice, Они взяли мышь женского пола, they irradiated the female mice, подвергли ее радиации, so it kills all their stem cells, и это убило все стволовые клетки. and then they injected stem cells from these male mice into these female mice. Потом взяли, вкололи стволовые клетки из первой мыши во вторую. Ingenious study. Гениальное изучение. So now I have female mice. Теперь у меня есть мышь женского рода. Their whole body is made out of cells that are double X. There's no Y chromosome. Все их тело сделано из клеток 2X, нет Y-хромосом. You all know that female cells are double X. Вы знаете, что женские клетки это double X, 2X. Yeah. Okay. So any one of these cells from the bone marrow, if it goes to the pancreas and starts making insulin, it will turn green. Okay. So all these mice, their whole body is made out of cells that have the double X. Все тело этой мыши сделано из клеток double X. But their bone marrow contains the male stem cells that have the Y chromosome. Но в костном мозге этой мыши есть мужские Y-хромосомы из-за мужских стволовых клеток. And if any one of them starts to make insulin anywhere in the body, it will turn green. Если любая из них начнет производить инсулин в теле, она станет зеленой. So they waited a few weeks, 2 weeks, Подождали 2 недели, and they isolated various cells from the pancreas. и они взяли несколько клеток, разные клетки из поджелудочной. If you pay attention to this one, Если посмотрите вот на эту, it has transcribed the gene for insulin. она описывает ген инсулина. So this is a cell that is in the pancreas Это that has клетка, transcribed the gene for insulin. это клетка, находящаяся в поджелудочной, But is it making insulin, or has it just transcribed the gene? которая описывает ген инсулина, но производит ли она инсулин, либо она просто описывает. By using a red dye for insulin, we can tell that yes, it is making insulin. Используя красный краситель для инсулина, мы можем сказать, да, она производит инсулин. And it is not an overproductive cell, it is not a lazy cell, it is right in the middle of these other two cells. It is a normal cell of the И pancreas. она не гиперактивная клетка, производительная клетка, не ленивая клетка, она находится как раз посерединке в своей производительности. At the age that we all are here except for her, В возрасте, в котором мы все находимся здесь, кроме прекрасной девочки с нами, because she's young, потому что она молодая, we don't have one cell in our pancreas that we're born with. нету ни одной клетки в нашей поджелудочной, с которой мы родились. They all went through this process. Они все прошли вот через этот процесс. And that's important into what I'll talk about later. We lose cells every day, we replace them every day with these cells from the bone marrow, and it does have the Y chromosome, it does come from the bone marrow. И это то, о чем мы будем больше, это важно, потому что дальше мы будем об этом говорить, но важно понимать, что клетки мы теряем, клетки восстанавливаются, и да, есть Y-хромосома, потому что они происходят от костного мозга. 2003. 2003 год. So I want you to see that everything was already there. It's just that people were not ready. How can you do a study like this and not, these authors, not to say stem cell is the repair system? Как же можно было провести это изучение в 2003 году, и авторы этого исследования не увидели, что стволовые клетки и есть система восстановления? It was so obvious. Это было же так понятно. Okay, next study. Следующее изучение. If I put more stem cells in circulation, can I enhance this natural process to a point where I can bring more cells in the pancreas and repair the pancreas enough to eliminate diabetes? Могу ли я увеличить настолько количество стволовых клеток в обращении, что они последуют к поджелудочной, полностью ее восстановят, и я могу избавиться от диабета? So for the non-scientist, Для тех, кто не ученый, when we study diseases когда мы изучаем болезни, and we use animals, мы используем животных, you cannot find a mouse with Parkinson. нельзя найти мышь с болезнью Паркинсона. You cannot find a mouse with Alzheimer's that forgot what a cat is. Нельзя найти мышь, у которой болезнь Альцгеймера, и она забыла, что такое кот.
You will not find a mouse that has diabetes. Нельзя найти мышь, у которой диабет. You need to find a way to develop the disease in the animal, either the same disease or something that resembles that disease. Вам нужно найти способ повторить такую болезнь в животном либо по признакам, либо на что-то, что похожее. For Alzheimer's, they do a hole in the skull. Для болезни Альцгеймера они делают дырку в черепе. They put aluminum on the brain. Они капают какой-то алюминий на мозг. And the animal will develop lesions similar to Alzheimer's disease. И тогда у животного развиваются похожие признаки, как при болезни Альцгеймера. And then they try to do something about it, and that's how we study Alzheimer's. И потом пытаются что-то с этим поделать, и это то, как изучает болезнь Альцгеймера. In diabetes, В диабете it's the island of Langerhans, but it's the unit in the pancreas that is making insulin. это часть поджелудочной, которая производит инсулин. There's a toxin coming from a bacteria called streptocitosin. Есть токсин, который производится бактериями Streptocitosin. стриптоцитоцин. Doesn't matter. It doesn't matter. It's a bacterial toxin. Важно, это токсин из бактерий. And then when you inject it in the animal, 48 hours later, this has become this. Когда его вкололи в животное, вот это стало вот этим. These animals no longer make insulin. У этих животных прекратился производство So they're fully diabetic. Они, в принципе, стали диабетиками. So then now we can try to do something about it. Теперь нужно с этим что-то поделать. So in that study, they injected streptocitosin plus endogenous stem cell mobilization, the release of the animal's own stem cells. После вкалывания вот этого токсина вкололи вещество, которое повышало выработку стволовых клеток. So you got partial reconstitution of these structures, but it's enough to make enough insulin. These animals are no longer diabetic. Поэтому произошло восстановление структур, недостаточное, не полное, но достаточное для того, чтобы вырабатывать нужное количество инсулина. Clinically, these animals are normal. В клиническом понимании эти животные полностью стали здоровыми. A similar study was done in humans. Похожее изучение провели на людях. They took 14 individuals recently diagnosed for insulin-dependent diabetes. Взяли 14 людей, у которых был определен инсулин, диабет, зависимый от инсулина. They did 2 rounds of stem cell release. Они сделали 2 круга выпуска стволовых клеток. And 13 of the 14 were not needing insulin anywhere between 3 to 36 months. 3 months to 3 years. 13 из 14 пациентов не нуждались больше в уколах инсулина от 3 до 36 месяцев. And at the end of the study, 3 years later, when they stopped following up with these patients, many of them were still fine. И даже после того, как закончилось это исследование, и они просто перестали следить за этими пациентами, у многих из них все еще дела продолжали идти хорошо. So this is not to say we finally found a treatment for diabetes. И мы не можем сейчас сказать, что мы нашли излечение диабета. It's just to show that for something for which medicine cannot do anything, Это просто чтобы показать, что для чего-то, для чего медицина бессильна, your own stem cells can do it. ваши собственные стволовые клетки могут вам помочь. Just to illustrate the power of your own stem cells. Просто чтобы проиллюстрировать силу ваших собственных стволовых клеток. Okay, I think we talked yesterday about scars, Мы вчера говорили, мне кажется, о шрамах. and a number of people came and asked questions about it. И многие люди подходили ко мне, потом задавали вопросы. So let's talk about it a little bit. Давайте немножко поговорим о ранах. This is the normal, another hour, 45 minutes. 45 minutes. This is the normal in red. This is the normal healing curve of a wound. В красном показан нормальный процесс заживления раны. After 2 weeks, you get about 50% repair. После 2 недель у вас приблизительно 50% восстановления, заживления. And you get full repair after 4 weeks. Через 4 недели полное заживление. If you simply release the animal's own stem cells by injecting this compound, Если помочь животному выработать свои собственные стволовые клетки, вкалывая те компоненты, you gain 4 days
for half recovery, Вы получаете 4 дня, это половина. and you gain a full week for full recovery. И догоняете, то есть на неделю раньше получается полное восстановление. Here's a study that we did with a predecessor to Revitable. Вот изучение, которое мы сделали с предшественником Drapeau. It is a soccer team in Madrid, professional soccer team in Madrid. В Мадриде есть профессиональная футбольная команда. And my colleague, Dr. Garber, Мой коллега, доктор Гарбер, is a friend of one of the coach of that professional soccer team. он друг одного из тренеров этой футбольной команды. Called him at the beginning of the season, Он позвонил ему в начале сезона, and he had a problem. у него была проблема. He had 12 players with ankle injuries that could not start the season. У него было 12 игроков с повреждениями колена, которые не могли начинать играть в сезоне. So we separated these 12 people in two groups. Разделили этих 12 человек на 2 группы. Control, to which they did the traditional treatments, Контрольная группа, которая подвергалась традиционному лечению. anti-inflammatory, Это противовоспалительные лекарства, pain medicine, против боли, ultrasound, ультразвук, physical therapy, физическая everything that терапия, the sports medicine. физиотерапия. The other group, they did the same thing and they added a Revitable. Во второй группе делали все то же самое, но добавили ревитаблю. This is the control, Вот это контрольная группа, and this is the experiment group. а вот это экспериментная группа. 50% recovery, they gained 1 week, and they kept that week until the end, so they returned to play 1 week earlier. Они вернулись к игре на 1 неделю раньше. And that is just illustrative of probably the most common reported benefit of Revitable. И это просто иллюстративно показывает один из самых больших эффектов ревитаблю. People will either have an injury or have a surgery, which is a controlled injury. У людей будет либо повреждение, либо операция, которая является планированным повреждением. And the patient will come back and will say, my doctor told me that I'm the patient who just recovered the fastest. Люди приходят и говорят, мне только что доктор сказал, что я пациент, который восстановился быстрее всего. There's a direct link between how many stem cells you have in circulation and the ability to repair. Есть прямая связь между тем, сколько стволовых клеток в циркуляции и вашей способностью восстановиться. And it's something that we see very well with scars. И это то, что мы видим очень хорошо со шрамами. I briefly talked about that yesterday. Я очень коротко говорил об этом вчера. I will show you a photo later of somebody who had an injury with a round saw, a mechanical saw. Я покажу вам фотографию кого-то, у кого было повреждение пилой, диск крутится, такой очень грубый диск. So this round saw landed on his thigh and just tore his leg. Эта пила упала на ногу человека и полностью разорвала ногу. And within 2 weeks, all you see is a very, very fine line with no scars. И через 2 недели, что мы видели, это аккуратненькую, тоненькую линию, практически не было шрама. Just to show, I could go into details, but just to show, if you have a cut and you have stem cells in circulation, the stem cells will migrate in the cut. Просто чтобы вам показать, что если у вас есть порезы, у вас есть достаточное количество стволовых клеток в обращении, они придут к этому порезу. And will become skin cells, Они станут клетками ткани, hair follicles, фолликулами волосков, sebaceous gland, all the cells of the skin. Всем, что необходимо, всеми клетками ткани. So instead of having a lump of scar tissue, И вместо того, чтобы у вас появилась такая кусок рубцовой ткани, you get normal skin. у вас будет обычная кожа. И даже старый порез. Sorry? Even old cuts. Старый порез Yes. Okay. Let me tell you a story. Я расскажу вам историю. When I started to work with blue-green algae, Алга. Водоросли, из которых Ага. сделано. Когда я начал свою работу с водорослями, из которых сделано ревитаблю, Канадские водоросли. we had people reporting benefits on many things. люди отзывались о положительном эффекте в разных аспектах здоровья. Multiple sclerosis, Рассеянный склероз, Parkinson, Паркинсон, emphysema,
Эмфизема. liver cirrhosis. Цирроз печени. So we tried to understand what the product was doing. We did not know. Мы пытались понять, что же делал этот продукт для людей, но мы не могли, мы не знали. And these are just people telling me their stories. И это просто люди, которые рассказывали мне свои истории. It has no medical value. Не было никакой медицинской ценности в этом. So we hear them, but we don't really do anything with them. Мы слушали их, но мы не могли ничего с этим поделать. Until one day I received a box Пока я не получил коробку, that had a photo album, в которой был фотоальбом. and with the photo album was a letter. С этим фотоальбомом лежало письмо. And it's a woman describing that when she was 12 years old, И это женщина, которая описывала, что когда ей было 12 лет, she was walking with a kerosene lamp. она и шла с керосиновой лампой, She tripped она споткнулась, and she burned herself on the face, chest, and arm 3rd degree. она был третий уровень ожога на лице, руках и на груди. She was heavily scarred, У нее были очень сильные рубцы, big scars, огромные шрамы, all her life. всю свою жизнь. At 62 years old, Когда ей было 62, she started to consume this blue-green algae. она стала потреблять вот эти водоросли. The scars started to inflame, Эти шрамы начали воспаляться, become red, стали красными and itchy. и начали чесаться. People told her, stop, it's not good for you. Люди сказали ей: перестань принимать, это для тебя плохо. And she thought that, no, it felt to her healing itchiness. Но для нее она чувствовала, как будто шрам заживает. So she took a picture of herself in the mirror every week, Поэтому каждую неделю она фотографировала себя в зеркале. and she said, look at the photo album. И она мне написала: посмотри мой фотоальбом. The last picture, no more scars. Последняя фотография, шрамов больше не было. That I could not deny. Это я не мог просто отказаться от этих фактов. Did she share her own results? Мне было 6 лет, когда моя рука попала в два таких колеса, которые крутились, зубчатые такие, огромные два колеса, и они двигали камень, который точил топоры, там такое. И моя правая рука попала снизу и прошла до самого верха, сверху до самого низа. И врачи хотели мне ампутировать правую руку, но мама сказала, как-нибудь соберите. И у меня на правой руке были килоидные рубцы, такие синюшно-красного цвета, которые прямо вот так затягивали мне пальцы все. Сейчас у меня на руках ничего нет. Вот видите, тут тоненькая ниточка осталась, ничего нет. Все 4 пальца было там. Это ревитаблю? А что? Мне было 6 лет, а сейчас мне тоже скоро 60 когда вы лет. заметили? Я вот сейчас заметила, вот в течение 5 лет я использую весь продукт, и вот это все прошло. То есть не только ревитаблю, Это весь продукт. But the point here is that То, что я хочу здесь объяснить, it's not to say the product is good for scars. это не то, что продукт хорош для рубцов. It's to understand that stem cells will go wherever there is an injury. Это я хочу сказать о том, что стволовые клетки пойдут туда, где есть повреждения. A scar can be dormant or can be active. Шрам может быть активным, может быть спящим, так называть. For a doctor, if you want to know if a scar is active, Если вы хотите знать, активен ли шрам, you just take the pulse измерьте пульс and just touch the scar with a pen or a piece of paper. It doesn't matter. You just touch the scar. потом дотроньтесь до шрама кусочком ручкой или кусочком бумаги. The scar will release adrenaline and the pulse will fall for 1 or 2 beats. Шрам выпустит адреналин и пульс пропадет на 1 или 2 удара. That means that scar that can be 15 years old is still active. Это будет значить, что тот шрам, который может быть уже 15 лет, он все еще активен. Take Revitablue, which releases stem cells, Примите ревитаблу, который выпускает стволовые клетки, and just brush that scar и просто щеткой чешите по этому шву. with a toothbrush.
Просто да, зубной щеткой можно чесать. And it will cause stem cells to go to that area. Он тогда начнет призывать к себе стволовые клетки. And we have seen heavy scar tissue disappear. А в какое время и как эффективнее всего принимать витабрюк? We'll come back later to К that. вопросам вернемся в конце. Stroke. Инсульт. This is it's called the Morris water maze, labyrinth. Это лабиринт Морриса. So it's a pool. Это бассейн. So there's water. Там внутри налита вода. Somewhere there's a platform in the pool. Где-то в этом бассейне есть платформа. That is 2 millimeters under the water surface. И она находится в 2 миллиметрах под поверхностью воды. So you don't see it. Вы ее не видите. And then there are things in the environment that allows you to orient yourself. Есть вещи, поставленные вне бассейна, которые помогают вам ориентироваться, где вы находитесь. So you put a mouse in the pool, Ставьте мышь в бассейн, and it will swim. и она начинает плавать. And at one point it touches the platform and gets out. They don't like water. В какой-то момент она дотрагивается до платформы, и она выходит наружу. Then you put it back into the pool, Потом снова бросаете ее and it в starts бассейн, to learn where it is. и она уже запоминает, где она. Between 4 to 7 times, Через 4-7 раз, wherever you put it, it will swim directly to the куда бы вы ее platform. не поместили, она сразу же поплывет к платформе. It's out to test cognitive function in a mouse. Это когнитивная функция в мыши. People, we put them in the subway. Это людей можно в метро поместить. So then they trigger the stroke Потом они вызвали инсульт. with a laser. Лазарем был вызван инсульт. So following the stroke, there's a decrease of cognitive function. После инсульта обычно уменьшение когнитивных функций происходит. So they had two groups. One group controlled, they did nothing. Опять же, первая контролируемая группа, там ничего не делали. And the other group, the injected compounds that released stem И cells. второй вкололи составляющие, которые вызвали больше выброс стволовых клеток. Of the control group, when you put back the mice in the pool, В контрольной группе, когда мышь поместили снова в бассейн, none of them can find the platform in less than 2 minutes. никто, ни одна из них не смогла найти платформу меньше, чем за 2 минуты. Of the experimental group, Экспериментальная группа, all of them can find it in less than 40 все seconds. смогли за меньше, чем 40 секунд найти платформу. If you look at the actual infarct size in the brain, Если вы посмотрите на размер повреждения в мозге, you can see the repair of the brain. вы можете видеть восстановление вот здесь справа. And we have cases of stroke that have completely reversed. И у нас есть примеры инсультов, которые смогли полностью восстановиться. With a predecessor of Revitable. И с продуктом, который был предшественником Ревитабл. One doctor that provided us many cases was a doctor in the Philippines. Один из докторов, который представил нам очень много таких примеров, это был доктор на Филиппинах. He was a professor at University of the Philippines in Manila. Он был профессором в университете на Филиппинах в Маниле. Former president of the Breast Cancer Society in the Philippines. Он был бывшим президентом Ассоциации рака груди на Филиппинах. But at 78 years old, he had a stroke. Но в 78 лет у него был инсульт. He had aphasia and paralysis. У него был паралич, Aphasia. то есть у него было So 1 year later, через год. we launched the product at the time in the Philippines. Тогда мы запустили продукт на Филиппинах. He started taking the product. Он начал принимать этот продукт. In 2 months later, he is playing tennis. Через 2 месяца он играл уже в He теннис. speaks normally. Он обычно разговаривал. So he returned to his practice Он вернулся к обычной практике. and he put all his patients on the product. И он дал всем своим пациентам этот продукт. And he provided us many cases. И он дал нам очень много положительных примеров. So just to show that what we see here in my studies, we saw the same thing in real life. То, что мы видим здесь в наших исследованиях, мы видим это тоже в жизни. What is that? Паркинсон. Parkinson. So the way to trigger Parkinson in a mouse, Parkinson is the death of a specific type of cells making dopamine.
Паркинсон – это смерть определенных клеток, которые вырабатывают дофамин. Дофамин. In one area of the brain called substantia nigra, the black substance, noir. Вот в части мозга, которая называется черная субстанция. So if you go in that area of the brain, Серая? black. Именно черный. Черный мозг. So if you go into that area Если вы пойдете в эту часть and you inject 6-hydroxydopamine, it doesn't matter. и вколоть туда вот это составляющее 6 оксидопамина, You kill these neurons, вы убиваете эти нейроны, and the animal develops Parkinson. и у животного развивается Паркинсон. And Parkinson is quantified in a mouse Паркинсон считают в мыши by counting the amount of time that the mouse does not move. подсчитывая количество времени, пока мышь не двигается. If you have seen a mouse before, Если вы видели раньше мышь, it moves, она it двигается, stops, потом it останавливается. moves, it Двигается, stops. останавливается. And it stops on average for 10 seconds. И обычно останавливается на 10 секунд. But after it developed Parkinson, more than a minute, as it is reluctant to move. После того, как развилась болезнь Паркинсона, в ней около минуты она не двигается. Because of lack of coordination. Потому что нету координации. If you give these mice the treatment normally given to people, which is L-dopa and carbidopa drugs, Если давать обычные таблетки, лекарства, которые дают людям для лечения they do better. Паркинсона, да, у них есть эффект. But if you inject GCSF that releases the animal's own stem cells, you're not too far from control. Но если вколоть GCSF, тот, который вырабатывает стволовые клетки, то вы недалеко уже от контрольной группы. Now, in that study, they did something ingenious to quantify the progression of the loss of coordination. Также они сделали что-то гениальное в этом изучении, это посчитали прогресс потери координации. They put a piece of scotch tape on the nose of the mouse, Они наклеили кусочек скотча на нос мыши and they counted how much time it took to remove it. и посчитали, сколько времени потребуется, чтобы мышь сняла этот кусочек скотча. Very scientific. Очень, для ученых, очень гениальное изучение. In the control group, you see that there's a learning. They sort of do it better and better after 1 day, 1 week, 2 В weeks. контрольной группе вы видите, что есть как бы улучшение, да, мышь учится это делать лучше и лучше через день, 7 дней или 14 дней. In the group with Parkinson, you see the evolution of the problem. В группе Паркинсона вы видите эволюцию проблемы. They get less and less coordination. It takes longer and longer to take it off. Все меньше и меньше координации, все дольше и дольше требуется, чтобы снять. With the drugs, it's the same, but slower. С лекарствами тот же самый процесс, но просто медленнее. And with the release of the mouse's own stem cells, you get the problem and then the repair. С выбросом стволовых клеток появляется проблема, но потом идет восстановление. And I'll show you videos later with a person, exactly the same phenomenon. Я покажу вам дальше видео с человеком, где показан тот же самый феномен. Nothing that we can do for Parkinson. We can slow it down, but there's nothing we can do medically for Parkinson. С медицинской точки зрения мы ничего не можем сделать для болезни Паркинсона. Можем ее замедлить, но ничего не Is this spinal cord lesion? Да. Okay. We started to do a research study in Spain Мы начали изучение в Испании with a neurologist who is an expert in spinal cord lesion. С неврологом, который является экспертом в травмах спинного мозга. And at one point he told me something that I knew, but I'm sharing it with you so that you can hear it. И он поделился чем-то со мной, чем я поделюсь с вами, чтобы вы это услышали. In Spain, there is one center for anybody with a spinal cord injury. Есть в Испании один центр, где лечатся люди с повреждением позвоночника. It is in the city of Toledo in Spain. Это находится в городе Толедо. So anybody who has a spinal cord injury goes to Toledo. И все, у кого есть повреждения позвоночника, приезжают туда в Толедо. But he said they don't go there for treatment. Но он сказал, они не приезжают туда для лечения. They go there to learn how to live with their problem. Они приезжают туда, чтобы научиться жить со своей проблемой. There's nothing that can be done for spinal cord injury. Ничего нельзя сделать с повреждением позвоночника. So
So let's look at the data. Давайте посмотрим на данные. This is a spinal cord injury Вот that was done at day 0. повреждение позвоночника, нулевой день. So they measured the time that it took for an impulse to go and reach the brain. И они измерили время для импульса, сколько ему потребовалось, чтобы достичь мозга. So immediately after the injury, and it stayed there, this is what happened to control. This is a long delay in the nerve impulse. И вот что произошло, то есть был очень большая задержка в импульсе. This is after releasing the mouse's own stem cells. Это после выпуска собственных стволовых клеток. This is using a compound that makes stem cells make more cells in the brain. Это после выпуска компонентов, которые вырабатывают больше стволовых, more release of stem cells in the brain. Stem cells will proliferate more in the brain. Чтобы стволовые клетки быстрее превращались в клетки мозга. And this is a combination of both, about 50% recovery. А четвертый пункт это комбинация второго и третьего и на 50% быстрее восстановление. If you look at the actual spinal cord, если вы посмотрите на I have a question. Переводчику тоже надо. yeah, Говорит сегодня. no, Переводчик. yes, Стаканчик yes, вода. because even in French it's similar. So I'm afraid They're not the same word. translation. How do you call the spinal cord? Просто почему я спросил, потому что вот spinal cord, слово, которое он использует, оно тоже переводится как спинной мозг у нас. Но он говорит, что это два разных понятия. Вот первое, то, что он говорит о спинном мозге, и сейчас он говорит о другом понятии. Но у нас на русском одно слово для того и для другого. Спинной мозг. Поэтому я называл его In Spanish, they say medulla ossea for bone, medulla spinal for the spinal cord. Does that- Ну, называть это спинным мозгом, но вы тогда просто он говорит, что это неправильно говорить. Позвоночник и спинной мозг находятся. Позвоночник есть комплекс, спинной мозг, это Да, Кости защищают спинной мозг от повреждений. Ну, понятно, но просто я говорю, как вам понятнее, чтобы я говорил, когда он говорит слово вот это spinal cord. Spinal. Хорошо, спинной мозг буду говорить. He's right. So, a nervous tissue, a muscle or the brain, if you don't use it, it atrophies. Нервная ткань, если ее не использовать, она атрофируется. You've seen if you break a bone and they put you in a cast, 6 weeks later your muscle is smaller. Вы же видите, когда, допустим, кто-то носит гипс, да, спасибо, гипс после перелома руки, то там через 6 недель мышцы начинают атрофироваться, тяжело не двигаться. This is a spinal cord after an injury. Вот спинной мозг после повреждения. But if you just put more stem cells in circulation, see how it regenerates. Но если увеличить количество стволовых клеток в циркуляции, видите, как он регенерируется. In another study, they compared the animals releasing their own stem cells with injection of stem cells in the spinal cord. И в одном изучении они сравнили укол стволовых клеток в спинной мозг, а также с выработкой своих стволовых клеток. So this is a test that measures mobility, like the mouse, for example, in a wheel. И этот тест измерял мобильность, то есть, допустим, когда мышку помещали в крутящееся колесо. So on day 1, they do spinal cord compression. В день номер 1 они проводили компрессию спинного мозга. And you see the slow recovery. И вы видите медленное восстановление. And this is the recovery with injection of stem cells or releasing of your own stem cells. А вот здесь восстановление с вкалыванием стволовых клеток, либо же с выпуском своих стволовых клеток. $10,000, $10 тысяч, $2. $2. Impressive. Невероятно, правда? I'll show you cases later. Я покажу вам также другие примеры. Okay, so just to be clear, I just showed you a number of examples from the scientific literature to simply show that if you can put more stem cells in circulation,
you can really help the body to repair even. То есть то, что я вам хотел показать, если вы поместите большее количество стволовых клеток в циркуляцию, вы можете помочь телу восстановиться даже Even in cases of health problems for which traditionally medicine cannot do anything. даже в тех случаях проблем со здоровьем, когда традиционная медицина ничего не может сделать. Just to show the power of your stem cells. Просто чтобы показать силу ваших стволовых клеток. But there's a third conclusion that to me is almost the most important for us. Но для меня и третье есть заключение, которое, я думаю, самое важное для нас. And it's the contrary of the first two. Это противоположность первым двум заключениям. The first two say, if you have more stem cells in circulation, you can repair better. Первые говорят, что если есть большее количество стволовых клеток, вы можете быстрее восстановиться. The contrary is that if you're deficient in the number of stem cells, then you are at risk for developing degenerative diseases. Третье утверждение, если у вас меньшее количество стволовых клеток в кровотоке, то это связано с развитием различных дегенеративных заболеваний, проблем со здоровьем. So let's look at this with a little bit more detail. Давайте посмотрим на это еще с большими деталями. We all have, if we were to take a blood sample for everyone, we all have a number of platelets that is different. What different? Platelets, red blood cells, whatever. Okay. То есть, если мы возьмем образцы крови каждого из вас, у нас будут красные клетки крови, которые будут отличаться. Any parameters, there's a range. В каждом параметре есть от и до. And we're all in that range. И мы все находимся в этом параметре. If you're below or higher in the range, then you may be in trouble. Если вы выходите за рамки параметра с одной или с другой стороны, то тогда у вас проблемы. With stem cells, the work has not been done to know what is the right number. Со стволовыми клетками работа не была проведена, чтобы знать, какое количество правильное. We have seen in the lab 0.05 cells stem cell per microliter to 5 stem cells per microliter. В наших лабораторных условиях мы видели от 0.5 до 5 стволовых клеток на микролитр. This is a wide range. И это широкий спектр. So the point here is that there's somewhere in that range where we start to have too few stem cells and we cannot repair well. Где-то в этом, где-то есть количество стволовых клеток, которое становится слишком маленьким, и это тогда, когда мы начинаем плохо восстанавливаться. Keep that in mind. I'll get back to that in a few minutes. Просто помните об этом, я к этому вернусь через пару минут. This concept is all tied to a key understanding of disease formation. Этот концепт связан с ключевым пониманием формирования болезни. So we have doctors in the room. У нас есть врачи в комнате. You tell me if what I'm going to say is right. Скажите мне, если то, что я скажу сейчас, это We правда. never talk about it like that. Мы никогда об этом таким образом не говорим. But if you think about it just for a few seconds, Но если вы подумаете об этом хотя бы пару минут, every single degenerative disease is cellular loss. каждая дегенеративная болезнь – это потеря клеток. Heart disease is cellular loss in the heart. Сердечная болезнь – это потеря клеток в сердце. Diabetes, cellular loss in the pancreas. Диабет – это потеря клеток поджелудочной. Hypothyroidism, you lost the cells in your thyroid gland. Hypothyroidism. Doesn't matter. То есть болезнь щитовидки, да, это потеря клеток щитовидки. Multiple sclerosis, you lose the cells that make myelin in your spinal cord. Рассеянный склероз – это потеря клеток, которые вырабатывают миелин в костном мозге. Any disease is the loss of cells or the loss of a type of cellular function. Это потеря, любое заболевание, либо потеря клеток, либо потеря функций клеток. And our general understanding is that we are born, В нашем общем понимании, это то, что мы рождаемся, we mature up to 20-25 years of age, мы взрослеем до 20-25 лет, we have peak health, мы на пике нашего здоровья, and then it starts to go down. а потом начинаем идти вниз. And we lose cells along the way. И мы теряем клетки по мере этого. And if we lose cells in the pancreas, then that person has diabetes. Если мы теряем клетки поджелудочной, тогда у этого человека развивается диабет. Somebody else loses cells in the brain making dopamine, he has Parkinson. Кто-то теряет клетки в мозге, которые вырабатывают допамин, у него развивается паркинсон. Right?
Правильно? That's all we look at it in medicine. Это то, как мы смотрим на это в медицине. It's like you're born with a bank account. Это как вы рождены с банковским That's your счетом. genetics. Это ваша генетика. And we tell you spend it wisely. А мы говорим, расходуй деньги мудро. Good diet, exercise, Будьте на sleep хорошей well, диете, занимайтесь зарядкой, хорошо спите. not too much vodka. Не слишком много водки пейте. But all the research on stem cells is telling us that that is not the case. Но все исследование стволовых клеток говорит нам о том, что это не так. What stem cell research is telling us is that health is actually a balance between two phenomena. Исследования говорят о том, что здоровье – это баланс между двумя феноменами. We do not only have cellular loss, У нас не только есть потеря клеток, we have tissue renewal from stem cells. у нас также есть восстановление тканей благодаря стволовым клеткам. Remember that study on leukemia where we found brain cells with the Y chromosome? Помните изучение лейкемии, где мы нашли Y-хромосомы, клетки с Y-хромосомами в мозге? These mice did not have brain injury. У этих мышей не было повреждения мозга. So it does not work only to repair what's broken. Работает это не только там, где что-то поломано. It works in the background to replace the cells that are being lost. Также на заднем плане процесс идет, заменяя те клетки, которые теряются, которые мы теряем. This is coming from many studies, И это результат многих изучений. but always incidental observation. Но всегда это случайное наблюдение. Like a study on leukemia, and suddenly you see a brain cell. Например, изучение лейкемии, и вдруг мы увидели клетку мозга. The purpose was leukemia, Цель же была изучение лейкемии, but we do other observations. но мы увидели другие наблюдения. Only one study that I know of has studied the phenomenon of tissue repair, so let's look at it. Я знаю только одно изучение, которое было посвящено феномену восстановления тканей. Давайте посмотрим на него. We know in medicine, well, we know it's not true, but traditionally we know we do not make new brain cells. Традиционно мы думали, что мы не производим новые клетки мозга. Your heart will mature at about 5-8 years of age, and what you have is your heart cells for the rest of your life. Ваше сердце, оно взрослеет пока вам 5-6 лет, и это то сердце, которое вы имеете до конца жизни. And that's what it is for your whole body. И это то же самое было для всего вашего тела. Here's a study in which scientists used a very interesting phenomenon in nature. Здесь ученые взяли очень интересный феномен в природе. Radioactive carbon in the atmosphere has always been zero. Радиоактивный углерод в воздухе всегда был 0. Until 1953, when America started to do nuclear testing for bombs, nuclear bombs. До 1963 года, когда Америка начала проводить тестирование ядерных бомб. In other countries. И другие страны также. It led to this very rapid rise of the concentration of radioactive carbon. И был очень большой всплеск радиоактивного углерода в воздухе. Until 1965, when there was an international ban of all above-ground nuclear testing. До 1965 года, когда были запрещены тестирование бомб на поверхности Земли. Then after that, there was a dissipation of radioactive carbon in the stratosphere, and it basically slowly disappeared. И тогда, после этого начало происходить рассеивание углерода, и он пропал в атмосфере. Now, all the carbon in the atmosphere is absorbed by plants through photosynthesis. Весь углерод в атмосфере поглощается растениями через процесс фотосинтеза. We eat the plants, or they're eaten by animals, and we eat the animals. Мы едим растения, либо же растения едят животные, а мы едим животных. So the day that one of my cells divides, and I need to duplicate the DNA, И в тот день, когда делится моя клетка, мне нужно дуплицировать ДНК. I'm going to use carbon coming from my food. Я буду использовать углерод, который происходит из моей пищи. My food will have a ratio of carbon, radioactive carbon, that reflects what is in the atmosphere because it took it from the atmosphere. В моей пище будет такой уровень радиоактивного углерода, какой он есть в атмосфере, потому что оттуда пришла моя еда. So by quantifying the amount of radioactive carbon in a filament of DNA, I can tell when that cell was created.
ingenious. Поэтому, если мы посчитаем so the number of carbon, By measuring the concentration of radioactive carbon когда мы in посмотрим a, на количество filament радиоактивного of DNA. углерода в ДНК, I can tell what date that Мы DNA поймем. segment was created, мы поймем, когда этот сегмент ДНК был создан. which means when that cell was formed. Это значит, что то же самое, когда была создана эта клетка. So now I can look at the heart Теперь я могу посмотреть на сердце and ask the question. и задать себе вопрос. In somebody born in 1965, Кто-то, кто родился в 65 году, who died in 2000, и who died also, Died in кто 2000. умер в 2000 году, I looked at his heart, я посмотрю на его сердце, and if the old model is true, I should have all my cells born in the first 5-8 years of life. если старая модель, она правдивая, то все клетки должны были быть рождены в первые 5 лет жизни. But what they found is that new cells are coming during the entire life of the person. Но что они увидели, что новые клетки появляются на протяжении всей жизни человека. And the rhythm, the pace of new cells actually increases with age. И ритм, ритм появления новых клеток увеличивается с возрастом. The conclusion of that study is that you have about half of a new heart anywhere between every 25 to 50 years. И заключением этого изучения является то, что у вас появляется новая половина сердца, или половина нового сердца на протяжении приблизительно 25 лет. So if you live old enough, you completely change, replace your heart. Если вы достаточно долго проживете, это значит, что вы практически заменяете свое сердце. Same thing for your brain. То же самое с вашим мозгом. You get a new liver every 2-3 years, Каждые 2-3 года у вас новая печень. a new pancreas 4-5-6 years, Через 4, 5, 6 лет новая поджелудочная, new lung, новые легкие, muscles, новые мышцы. everything. Все новое. Everything is constantly in the process of tissue turnover. Все постоянно является в процессе замены тканей. So you don't lose your health because you lose cells. Вы не теряете здоровье, потому что вы теряете клетки. You lose your health because you lose this balance. Вы теряете здоровье, потому что вы теряете баланс. It's not that you're born with a bank account. Это не значит, что вы рождены с банковским счетом. During your entire life, you have a regular income and regular expenses. И на протяжении вашей жизни у вас есть постоянные доходы, постоянные расходы. As long as your income meets your expenses, you're fine. Если ваши доходы будут соответствовать вашим расходам, тогда все в порядке. Yet when you're young, you have a lot of stem cells. You repair very fast. Когда вы молоды, у вас очень много стволовых клеток, и вы очень быстро восстанавливаетесь. As we age, the red marrow that makes stem cells transforms into yellow marrow that does not make stem cells. И когда мы стареем, красное вещество, которое производит стволовые клетки, трансформируется в желтое вещество костного мозга, которое не вырабатывает стволовые клетки. So there's a point where you lose that balance and you lose more cells than you can replace. И тогда меняется баланс, и вы уже не можете возобновить то количество клеток, которое вы теряете. That's when the problems start to develop. И тогда начинают происходить проблемы. You have not seen it yet. Вы этого еще не видели. You were climbing stairs 3 by 3 Вы этого еще не 10 замечали. years ago, Вы прыгали через 3 ступеньки, когда 5 years ago 2 by 2, 5 лет назад. 2 years ago 1 by 1, Уже 2 года назад вы стали через только одну прыгать. 1 year ago 1 by 1 slowly, А потом год назад вы уже по одной ступеньке идете, но медленно. 6 months ago 1 by 1 slowly, you stop in the middle to catch your 6 breath. месяцев назад вы уже поднимались наполовину пролета, потом приостанавливались, чтобы подышать. Then you have a heart attack. Потом у вас сердечный приступ. Now the world will see you now as a heart patient. Теперь мир будет на вас смотреть, как на пациента с сердечными The проблемами. problem started a long time Но ago. проблемы-то начались очень давно. The day you lost that В тот balance. момент, когда вы потеряли баланс. What makes one person develop Parkinson's, somebody else's the heart, somebody else's emphysema, is a whole series of factors. Что позволяет одному человеку развить болезнь Паркинсона, другому проблемы с сердцем и так дальше? Это комбинация многих факторов. Your genetics, Ваша генетика, your past injuries, прошлые травмы, exposure to environmental toxin, ваша подверженность токсинам с окружающей среды, your lifestyle, ваш стиль жизни, physical and emotional stress, физический и эмоциональный стресс, your ability to deal with it, ваша способность справляться с этим your стрессом, diet, ваша диета,
your ability to rest, ваша возможность отдыхать, your mother-in-law, ваша теща. all of this Все. is the pressure it apply on you. Это все стресс, который оказывается на вас. And your ability to deal with it. Ваша способность с ним справляться. You know all of this. Вы все это знаете. Okay? So if I take back my analogy, this is very simple but very important. Если вернусь к своей аналогии, она очень простая, но очень важна. Let's take back our financial analogy. Давайте вернемся к нашей финансовой аналогии. It's like having somebody who cannot pay for his car, Если у нас есть кто-то, кто не может выплачивать свою машину, somebody else cannot pay for their house, кто-то не может выплачивать свой дом, somebody else cannot pay for their health bill, кто-то не может выплачивать свои медицинские счета, somebody else cannot pay for their education. кто-то не может платить за свое образование. We have car problems, У нас есть проблемы с house problems, проблемами с домом, health problems, проблемы со здоровьем, school problems. проблемы со школой. But we have only one problem, Но на самом деле проблема-то одна. money. Это деньги. It shows up differently in the life of different people. Оно проявляется по-разному в жизни разных людей. There's only one problem, not enough stem cells. Но есть одна проблема – недостаточное количество стволовых клеток. And it shows up differently in different overall body И circumstances. она показывается по-разному, проявляется по-разному в различных условиях тела. We published this idea, this hypothesis in 2013. В 2013 году мы опубликовали эту гипотезу. And the thought was in that range of stem cells, И наша гипотеза была в том, что в этом спектре стволовых клеток the people who develop degenerative disease are the people who are at the lower end of that range. люди, которые развивали эти дегенеративные заболевания, они находились на меньшей стороне. They have lost that balance long time ago, and they have been developing problems for longer than the other people that have more stem Они cells. потеряли баланс уже давно, и они большее количество времени, у них уже развиваются эти проблемы. Make sense? Это понятно? But there's one way to test if this idea is real. Но есть способ протестировать, настоящая ли эта идея, имеет ли она сенс быть. We can go and count the number of stem cells in the bloodstream of people who have developed various kinds of degenerative diseases. Мы можем посчитать количество стволовых клеток в людях, которые развили заболевания, у которых развились заболевания, And compare that with the number of stem cells in the bloodstream of healthy people. и сравнить это с количеством стволовых клеток в кровотоке здорового человека. Here's a few of those. Вот есть несколько примеров. Diabetes. Диабет. You take people at different stages of the development of diabetes. Взять людей в различных стадиях развития диабета. Normal glucose tolerance. Нормальная толерантность к глюкозе. Impaired fasting glucose. Оперативное состояние. In the morning. Да, то есть утром. Глюкоза с утром. Impaired glucose tolerance. Уже толерантность, нарушенная толерантность к The глюкозе. different steps in the development То of есть diabetes. разные стадии в развитии заболевания. And you see that as people advanced in the problem, they have fewer and fewer stem cells. И вы видите, что когда люди прогрессировали в заболевании, меньше и меньше количество стволовых клеток. Kidney problems. Проблемы с почками. Normal people, Обычные люди, people at different stage with dialysis. люди на различных степенях диализа, называется? Диализа. So not only are the people with kidney problem about 1/3 the number of stem cells found in healthy people, Не только у них было где-то 1/3 количества стволовых клеток, найденных в здоровом человеке, but the number goes down as they progress in the disease. но и это количество уменьшается по мере того, как они прогрессируют в своем заболевании. You take all of these people and you make a graph of the number of stem cells versus kidney function, and you have a straight line. И если вы возьмете все это количество людей и на графике с количеством стволовых клеток, у вас получится прямая линия. Erectile dysfunction. Эректильная дисфункция. Control patient. Контролируемая группа. Number of stem cells in people who have complained of erectile dysfunction. Количество стволовых клеток в людях, которые жаловались на эректильную дисфункцию. You look at the average, a little bit less than half the number of stem cells in circulation in people who have erectile dysfunction. Смотрите на средний показатель, он чуть меньше, чем в 2 раза меньше
контрольной группы. You take all these people and you give them a test to establish their international index of erectile function. Если взять этих всех людей и пройти тест на международный индекс эректильной функции, And if you plot that with the number of stem cells, you have a straight line. если соединить это с количеством стволовых клеток, то получится прямая линия. There's a direct link between how many stem cells and Есть erectile function. прямая связь между количеством стволовых Essentially клеток и linked, эректильной функцией. essentially linked, or because there's a direct link between stem cells and vascular function. И во многом, потому что есть прямая связь между стволовыми клетками и функцией, сосудистой функцией. Control people, people with hypertension. Контрольная группа и группа с повышенным артериальным давлением. Half the number of stem cells. Половина стволовых клеток. Even when you look at the signs that predict the development of things like atherosclerosis, Если даже посмотреть на признаки развития атеросклероза, you don't have the disease. болезни еще нет. You're just starting to have an increase in the thickness of your arteries. Просто, допустим, появляются признаки утолщения стенок артерий. It's the first sign of the problem. Это первый признак проблемы. These people have fewer stem cells in У circulation. этих людей уже будет меньше количество стволовых клеток по обращению. Heart disease. Болезни сердца. So ischemic heart disease. Lack of oxygen. Недостаток, Сердечная сердечная недостаток кислорода. When the disease is fully developed, phase 3, half the number of stem cells. Когда болезнь полностью развита, на третьей стадии половина количества стволовых клеток. Crohn's disease, ulcerative colitis, same thing. Болезнь Крона, это язвенная болезнь, колит, то же самое, те же самые показатели. COPD, lung problems. COPD это проблемы с легкими, Rheumatoid arthritis, ревматоидный артрит, lupus, волчанка. and the list keep going. There's Alzheimer, I don't think I have it here, no. There's Alzheimer's. Anything that they have looked at, they basically see that there's fewer stem cells in the bloodstream of people who have developed the problem. Но что бы они ни смотрели, они всегда видят уменьшенное количество стволовых клеток в обращении у людей, которые развили эти болезни. Now, understand here that my point here is not to tell you stem cells can resolve all these diseases. It's not the point. И то, что я пытаюсь сказать, это не то, что стволовые клетки могут лечить все эти заболевания. It's just that in medicine we can't study health. Просто в медицине мы не можем изучать здоровье. You cannot say we take 50 people, they're healthy, we give them 1 carrot every day. Мы не можем взять 50 здоровых людей, давать им по одной морковке каждый день. 6 months later, they're still healthy. Через 6 месяцев они все еще здоровы, Therefore, carrots are good for you. поэтому морковка для вас полезная. You need to start from a problem and change the problem. Нам нужно начинать с проблемы и изменять эту проблему. Then it shows you the function of the cell, of whatever you just did. Потом это покажет вам функцию клетки, да, или So with что она может all of this, the conclusion that we can draw, forget diseases. Забудьте про заболевания. Какие выводы мы можем сделать? More stem cells in circulation means that you repair better, but you also can maintain your health. Больше клеток кровообращения, это значит, что вы можете восстанавливаться лучше, но также это значит, что вы можете поддерживать здоровье лучше. And to me, this is what is going to change the way that we practice medicine. Для меня это то, что изменит способ, как мы практикуем медицину. Today, if you think about it, what I'm going to say will sound silly. Если вы подумаете о том, что я хочу сказать, и вам покажется это глупым, But how do we define health? как мы определяем здоровье? We define health as the absence of disease. Мы определяем здоровье как отсутствие заболеваний. If you don't have a diagnosis, Если нет диагноза, you're healthy. вы здоровы. You may not run as fast as you would like. Возможно, вы не бегаете так быстро, как вы хотели бы бегать. You may not sleep as well as you would like. Возможно, вы не спите так хорошо, как вы хотели бы спать. You may not have the memory that you used to have. Возможно, нет памяти, которая у вас была раньше. Your hair may not be the same color. Возможно, ваши волосы не того цвета, как вы хотели бы. Как они But были if it's раньше. not a disease, you're just aging. Но если это не заболевание, вы просто стареете. Because health is no diagnosis or after a diagnosis. Потому что здоровье это до диагноза или после диагноза. Before, after. Yeah, there's either you're healthy or you have a disease. То есть есть
две понятия. Либо вы здоровы, либо у вас есть заболевание. And yet we know that there is a vast gray area between optimal health and the moment where your problems start to meet the level to be diagnosed. Но мы знаем, что есть определенная серая зона между вашим оптимальным здоровьем и тогда, когда вам начинают ставить диагноз. That zone, that gray zone, is as you lose cells and you're developing many problems, but there's still not a big problem. И эта серая зона, это когда вы теряете клетки, вы развиваете различного рода проблемы, но они еще не настолько серьезны, чтобы это назвать заболеванием. So in medicine today, the best is preventive medicine. Поэтому самая лучшая медицина сегодня это медицина превентивная. Is it not? Не так ли это? Yes. So it's like me telling you the best way to be wealthy is to prevent poverty. И это все равно, что я вам скажу, лучший способ быть богатым – это предотвращать бедность. You'll never be wealthy. You will just be not poor. Вы никогда не станете богатым, вы просто не будете бедным. So the best of our system is just not to have the problem. Поэтому лучшее, что есть в нашей системе сейчас, это не иметь проблем. But we now discover that the body as a health system. Но мы теперь поняли, что в теле есть система здоровья. There's a treasure in your body whose work, whose job is to make you healthy. Есть сокровища в вашем организме, чья работа – это делать вас здоровым. So think of the cost to society. Подумайте о цене для общества. You develop the disease. У вас появилась болезнь. It's expensive to heal. Очень дорого исцелиться. You lose your productivity. Вы теряете продуктивность. You cost a lot to society. Вы стоите много обществу. You disrupt your family. Жизнь вашей семьи меняется. You lose your quality of life. Вы теряете качество жизни. The cost of this is enormous. Цена этого невероятна. For a fraction of that cost, you just stay healthy. За маленькую частичку этой цены вы просто можете оставаться здоровым. Do you realize that if we eliminated all the politics of health, we have found a solution? Если бы мы забрали всю политику здоровья, да, то мы только что нашли решение. So in a few years, Через несколько лет, as we grow jeunesse, когда мы вырастим Джанес, and more people have stories that their doctor will see, и больше людей будут иметь истории, которые будут замечать их врачи, I think that this is how it's going to change. я думаю, что это именно то, как это изменится. It won't change by convincing doctors. Мы не изменим это, убеждая врачей. Not because we cannot talk to doctors. Это не значит, что мы не можем говорить с врачами. It's just a phenomenon of how new ideas evolve. Это просто феномен того, как развиваются новые идеи. So I think that in 5-10 years, this is going to become a force. Я думаю, что через 5-10 лет это станет нужной силой. Okay, so how can we now help release stem cells after we say goodbye to our translator? Мы продолжим после того, как я с вами попрощаюсь. Не, мы вас еще не